Не, вообще, Руслан, очень хорошо, что ты к нам прилетел, потому что ты ни разу не был у нас на участке. Сейчас ты земельный участок сам посмотрел, и насколько я понял, что потенциал участка тебе очень понравился. Не, ну воочию, конечно, другая атмосфера совершенно. То есть я думал, что это что-то меньше, а он огромный. И, ну, в общем, да, потенциал действительно большой. Мы вчера съездили, отмерили границы нашего участка. Ну и Саша вот уже давно хотел встретиться лично с Русланом, архитектором, чтобы обсудить все детали. Поэтому сейчас такая базовая встреча. Нет, конечно, у нас разговоры-то постоянно идут. Наверное, 24/7 в группе обсуждаем капсулу, какие-то узлы, материалы и так далее. Но вот именно так собрались, наверное, впервые. Ну, можно, в принципе, вот по пунктам обсудить еще раз концепцию, как бы нарисовать сейчас примерно границу участка. Вот, а дальше уже в какую-то технику там ударяться. То есть у нас там проход там какой-то, вот у нас две горы идут. Это левая граница, вот мы вчера вот отсюда шли, да? Ну тут плата все идет. Да, ну вот, в общем, у нас примерно такой берег, здесь какой-то язык, то есть смотровая какая-то возможная площадка. Потом... И ты вон с какого, да, все, вот я мы, понял, мы да, отсюда мы оттуда пришли. Здесь это так вот идет. Здесь какая-то уже у нас тоже такой, как сказать, язык как тролля, как Скандинавия, да. Проход, вот здесь вот сразу почему-то увиделось. Это левая граница, вот мы вчера вот отсюда шли. Геодезический купол. Геодезический купол с телескопом каким-то уже большим, серьезным, направленным. Вот, здесь у нас уже зона и ты вот лесом окруженная, то есть такая безопасность. Здесь так вот идет, здесь какая-то уже у нас где-то посерединке мы вот тут захватили вот эту границу. Остальное пока пустое, уже там по мере возможности, по мере развития. Вот смотри, ты вчера, ты все написал? Ну, вот этот вот был прям язык, мне он показался настолько тонким, я даже не знаю, что туда можно вставить. Для чего мы его отмерили тоже? Ну, допустим, фотозона какая-то. В таком плане. То есть, как бы ты там изолирован, как бы на возвышенности, и там... Вот здесь у нас там для справки, то есть уже водоем какой-то, и видно такие более живописные места. Может быть, это само место не самое живописное, но как бы обзор, если, допустим, размещать капсулу, да, вот сколько у нас? И влезет ли у нас 20 капсул сюда? Да, предполагается 20, но возможно, конечно, их будет меньше, то есть вот какой-то вот такой цикл хочется. Здесь какие-то уже будут... вот дорога, кстати, я вот так не видел. Вот дорога, она вот так вот идет. Ну, значит, вот здесь у нас зона какая-то вот погрузки-разгрузки, различные там... Вода привозная, еда, то есть все коммуникации. Хозяйственная зона. Да, и она как раз вот здесь, вот вся эта хозяйственная зона, приблизительно пока будет. Вот, то есть какие-то модули здесь, возможно, здесь, если по концепции у нас, вот не то чтобы баня, а такая, как сказать. Баню мы еще обсудим. Да, ну ее даже не то, что баня называть, а какая-то такая более комфортабельная, как сказать, комфортабельный душ, потому что здесь он будет, но он такой будет более мобильный, компактный, может быть, а здесь можно уже, так скажем, расслабиться. Возможно, тоже где-то вот в центре. Вот здесь она будет и по архитектуре. Вот Саша предлагал такое полигональное, как яйцо, да? Я просто по 20 капсул точно не подойдет. Почему? Потому что, сейчас объясню. Куда канализацию, куда отходы все делать? Это огромный объем будет. Во-первых, надо сюда огромный объем закачать, насытить водой. Это огромная вода. Сколько кубатуру надо воды закачивать? Это каждым, вот, к примеру, одновременно мыться начали. Водой закачать, что имеешь? Да, сколько кубов надо туда воды? Вот, допустим, надо дополнительную капсулу делать, чтобы туда, к примеру, каждая капсула будет потребляемость, в сутки, допустим, к примеру, полкуба воды. И вот сколько кубов надо на 20? Представляешь, сколько? Извини, меня у нас все равно проект рассчитан на 20, нам в любом случае их нужно все запитать. Да, это будет дороже стоить, пусть 2 узла мы будем делать. Вот я к тому, что надо дублировать тогда, хозяйственную часть дублировать. И с одной хозяйственной части... Значит, одна здесь может быть. Какой-то, вот если с водой ты хочешь, да? Ну смотри, сейчас по типологии. У нас же не такая схема, что
Ну, допустим, у нас есть какой-то центр, и у нас тут капсула по кругу, и сюда, вот это, сюда вода. А у нас как бы также единая может, и вот эти ветки у нас на воды, и дорожки, в принципе, как ты хотел. Да нет, дело не в этом. Дело в том, что объем, кубатуру какой-то надо будет загнать воды, а потом эту кубатуру обратно откачать в виде уже канализации, в виде стоков. Вот ты 20 кубов, ладно, чистой воды закачал, а 20 кубов откачать, это сколько надо? Ну, насосы здесь. Вот допустим, ассенизаторка, она там 5-6 кубов. Машина ассенизаторка выкачивать. Представляешь, какой рейса 3-4? И она каждый день только будет пулять туда, чтобы оттуда откачивать. Ну, как-то это все будет... Не, ну, может быть, то есть оно... Надо будет это То есть куда-то, допустим, там, ну, они по группе разбиты. Да, надо там, кластерами туда делать. Да, кластеры, здесь какой-то септик, здесь. Оно там скапливается, и потом, ну, здесь насос и какой-то общий, а из общей, чтобы... А может ли вот такой, тут будет септик, тут, здесь какое-то перекрытие, чтобы когда машина приехала, она сюда-то в теории может заехать. Тут подключиться, тут какую-то перегородку убираем, это сюда стекает, и он качает только отсюда. Нет. А зачем? Ну, сосок... Ну, чтобы машине-то не проезжать вот по всей территории туда. Я думал, просто машина вот здесь, а здесь какой-то общий насос весь сюда все гонит. Возможно, ну да, это? да, в одну эту емкость. Чтобы машина на территорию не заходила, то она, допустим, там согнала одна, допустим, емкость там. Это решается мощным насосом, Да. чтобы вот такую длину прокачать. Да. Допустим, он сюда сгоняет, все это сталкивает. Я просто к тому, что объемы большие. Ну ладно, будем это надо будет сейчас думать. Это же надо будет где-то воду в резерве держать, такой объем воды, ну 20 кубов. Представляешь, это 2 капсулы, грубо говоря, вот как ты вот сейчас капсулу показал, 20 кубов воды, вот одна капсула, допустим, загрузка будет 10 кубов. Ну, электричество там можно подвести, да. Правильно? С этим нет проблем. Со скважины там ничего не А, получится. с электричеством вот отсюда. Скважина там сколько ни копай, там ничего не Там, мне кажется, там есть труба, кстати, здоровая такая, забуренная на участке, и я не знаю, там как глубина, наверное, метров 40-50, камень кидаешь, он летит, там упал, и сухо. И не в воду упал, а просто такой чунг, просто шмякнулся. Ну, то есть вода только привозная. Да, только привозная. Нет, может быть, где-то еще с поля можно попробовать, на поле где-то там забуриться, выйти на какую-то Нет, вот ты говоришь, кидали мы камень. Это где-то вот, ну, условно, да, вот здесь. Вот. Что это, колодец? Нет, я так понимаю, это делали, пробы грунта брали, делали, керны брали, скорее всего, забирали туда забор грунта, какая порода идет, на какой глубине залежи. Породы. Хорошо, а зачем тогда оставили вот этот металлический блок там? А кто его вытаскивает? Их он там не один, я думаю, что их там несколько, просто один нашли. Я думаю, что их там несколько, это делали георазведку, да. То есть таких, там везде они нам есть. Просто вот мы попали на один, знаем, что вот он сейчас там один есть. И воды там нету. А та, которая есть... Но рядом никакой не... Не, в целом-то возить населенный пункт это совершенно рядом. Не так, мне кажется, будет дорого. Узнать на заводе... Не с Екатеринбурга же возить. Ну, конечно. Узнать вот рядом организация, они откуда там воду качают. Это из центральной системы, они туда подводка, или может их скважина там есть. Узнать просто. Просто из скважины, если бурить скважины, то вот просто методом тыка пытаться где-то воду найти дорого тоже будет. Ну, здесь какой-то такой скрытый, может быть, если второй хозблок какой-то там, ну, доп. Резерв, то он закрыт, условно, какой-то кофейней и так далее. То есть вот такая более общественная зона, она как бы тоже обнимает, замыкает. Вот, ну, условно, фудтраки, там еще что-то. То есть мы как бы вот сюда можем дальше продляться, потом, ну, я прогнозирую какое-то расширение, да, здесь можно что-то по центру поставить, чтобы оно тоже как-то оттекало. Здесь просто пешеходные какие-то общественные. Но в основном дорожка, допустим, мы вышли, здесь там персонал, он по всем капсулам вот идет зацикленный, там обслужил, он заменил все, и обратно также, то есть, ну, то есть какой-то цикл понятный, замкнутый, вот. Потом, что еще? Вот я про геодезический купол смотрел, что как будто бы он не влезет вот на этот язык, его надо туда дальше вглубь двигать. Но я так вчера визуально посмотрел, мне кажется, он вот прям, как ты хочешь на язык, он не встанет. Он же у нас огромный, ну понятно, большой что будет. не прямо вот, но это и опасно, как бы, но, ну, по крайней мере, с выносом, то есть, чтобы, допустим, вот у нас вот этот такой вот откос, ну, он здесь, условно, у нас встает как-то. А его не обязательно делать сферический, чтобы правильно сферу. Ну, его можно овально сделать. Ну да, да. его можно вот в таком духе, то есть сделать в виде яйца. Не принципиально. Да, и вот он тоже будет работать супер вообще. И он как раз будет в ландшафт вписываться.
Не просто такая-то, как таблетка Тут вылезла. тоже там какая-то капсула. Во-вторых, вот, ну, как сказать, группировка капсул. Может быть, какие-то вот, ну, отдельные, изолированные, не знаю, там видно, нет. У них какой-то там, ну, быть, допустим, там, сейчас, какой-то... Ну, это не в плане, это вот 3D какой-то вот угол, здесь капсула, она такая тоже хромированная какая-то, там шестиугольнички какие-то, еще какой-то узор. То есть, чтобы не видно было, ну, изоляция какая-то, может здесь какие-то растения поставить. Сейчас второй листочек возьму, чтобы плавно не писать. Ну и, допустим, вот просто изолированные есть, да, там, может быть, они вот какие-то вот компании из, там, 3 человек, допустим, они могут уже чуть-чуть вот здесь как-то соединяться, если в длину не такое, то есть какие-то кластеры, допустим, для группы из 2, там, для группы из 3, условно. И они как-то там цепочками проходят, условно. Здесь единично. То есть, ну, разные, в основном. Не, ну у нас же все-таки концепция это не такая, что это люди приезжают на природу для уединения, там расстояние, интимная обстановка, расстояние большое, и все. А здесь именно нужно создать эффект вот этой вот космической базы, как бы. Не, ну поработать там тоже. Контентно. Ну, работать ночью будет, вот эта темнота, она даст это вот визуальное отсечение. Я имею в виду, там ты говоришь, вот. Не, я к тому, что большое расстояние между капсулами не обязательно делать, как бы в Ну нашу да, как вот в лесу концепции. мы вчера вот. Да, тоже как в лесу мы ходили, вчера в глэмпинг заезжали. Там вот какое-то расстояние, оно необходимо было, потому что там сама концепция не прилагает. А тут, как сказать, занятия все возможные такие общественные, много на самом деле и для детей, и для взрослых подразумевается. То есть там, ну вот дальше как раз можно просто такие список, потом мы отсеем, зачеркнем, что будет входить. То есть там в концепцию. Вот Я вообще думаю, что на старте где-то месяца 2-3 после запуска несколько раз будет позиция меняться. Капсул. Да я думаю, ну я не знаю, тут вот, Если ну ты мы- лучше никуда не поставишь, Нет, чем нет, вот как-то может быть раздвинуться, по этому не, ну обрыву. зонирование, окей, техблок, здесь какие-то ивенты, тут тоже ивенты, резерв техблока, то есть там еда, ты как бы зашел, может быть что-то не хватило, тут ты забрал, то есть, допустим, ты идешь, тут не хватает каких-то, ну, там, не знаю, мыло, полотенце, условно. И ты тут взял, и то есть на обратном пути это все сделал. То есть и распределить. Кстати, Можно же- смотрел, ну, немножко не по зонированию. Когда домиков в глэмпинге становится 10 и выше, то уже нет смысла, ну, очень дорого выходит белье собирать, куда-то отвозить, где-то стирать, а все прачечную делают уже на территории глэмпинга. ну, какой-то можно- минимальный. Ну вот только единственное с водой получает. Ну, Ну да, может быть эти, как сказать, резервуары. Но обычно мы что видим там на дачах вот такие стоят там полупрозрачные, да, кубы какие-то. Но может быть их тоже как-то стилизовать. А знаешь, для эксперимента вот какие-то мощные очистители и проэкспериментировать, можно ли с озера прям до хорошего состояния питьевого очищать. Какой-то Хотя бы даже не до осмос питьевого, сделать. хотя бы даже до технического использования воды. Очищение, мне кажется, будет до технической воды. Техническая — это те же смывы туалета, те же там Ну, техническую, да, можно. для экономии. Ну да, где-то что-то керхером помыть, Ну. мойкой. Вот Саша предлагает у нас, как сказать, коммуникации, возможно, ну, либо, ну, допустим, вот у нас уровень Земли, это вид сбоку, вот там капсула, либо чуть-чуть заглубиться, да, вот это, и вот у нас тут септики, либо прям поверху, ну, вот как действительно кого-то на Марсе высадились, и они визуально, то есть... Да не, поверху ну, мне нравится идея. Да. Если это все красиво сделать, вообще будет эффектно. Да, то есть тут дело в исполнении получается. Ну, по септикам, мне кажется, вот это распределенно они наполняются, и потом у них какая-то общая есть. Ну, все равно какие-то сообщающие сосуды, так скажем, и потом в единый какой-то выкачивается, куда машина, чтобы она сюда вообще в целом не проезжала, этот, как называется этот автомобиль? Ну да. ЗИЛ этот, Ассенизатор? да, который, ну, да, этот советский, и он будет портить концепцию. В целом всегда кто-то там присутствует, нет такого, что людей нет, никто не видит, правильно? Либо Нам, это ну, ночью делается. Ну, Ночью заехал, ну, и откачал. он будет там, вон, это все слышно. Ну, короче, это нарушит восприятие концепции, поэтому это все должно Не, быть. персонал максимально не должен пересекаться с гостями. Ну, Ну, по вот крайней именно мере, такой технический. персонал технический. Да, то есть она как-то может вообще тут, то есть... Либо в какие-то скафандрах. Загородки. Одел скафандр, такой Мгм. пошел Вот, космонавт. если шланг. Ну вот, давай просто про концепции пробежимся. Капсула — это уже там последняя, допустим. Вот первая,
Я имею в виду наполнение функций. То есть это первое у нас наблюдение за звездами телескоп, правильно? Да, только подразумевалось у нас один большой телескоп в геодезическом куполе, как общественный, да, и в каждой капсуле еще. Да, один общий и любительские Да, любительский. в каждой капсуле. Вот, это, ну, по сути, 100% должно быть и будет, правильно? Да. Вот. Потом, значит, еда у нас в концепции, так сказать, космической такой упаковки, то есть такая специализированная, правильно? Да, ну, фудтрак, кстати, фудтрак мы вот Да, еда, вот. это не обсудили, Ну, где вот, стоять вот, будет. вот здесь фудтрак, вот как раз он загораживать может резервную воду. Ну, то есть, как бы лицевая сторона вот какая-то. И знаешь, что прикольно? Вот это бы запомнить. Вот прямо на этой горе можно такой столб поставить с вывеской, типа там закусочная на Марсе, что-нибудь такое, чтобы ее видно было аж вот там. Она же далеко там, будто бы. Мы тут шли очень долго. Смотря какой столб высотой поставить. Ну, чтобы люди с какой стороны с карьера не подъехали, они видели эту вывеску. Ну, можно просто бы какой-нибудь такой луч, как сказать, в небо такой сделать, который, ну, что-то типа лазер. Но луч только вечером, ночью будет видно. Ну, да, ночью. Ну, днем можно сделать, да даже там же при въезде указатели сделать, что вот. Ну ладно, это вот надо. Ну, короче, это такое зонирование, как сказать, первичное, просто крупными пластами. Потом, по мере концепции, это все понятно, что усложняется. Еда у нас, в общем, фуд-трак, просто можно купить какие-то там снеки, закуски, да. Потом боксы различные, как там предлагалось. Ну, завтрак, обед, ужин, бокс. То есть какая-то, что она такая упакована, как, ну, как... Ну да, в кейсе в таком приносится. Ну, Саш, ну скажи, как... Ну, в кейсе все правильно. Нет, да, ты еще Капсулы кейсы, то есть такие капсулы небольшие. Даже вот, даже... Что она как у космонавтов, может быть, по Ну, концепции, да. ты говоришь. Даже полотенце заносить не просто принес там в руках, допустим, принес полотенце в капсулу, вот нате, возьмите, а такая, допустим, цилиндр, в этом цилиндре запечатано уже полотенце свернуто, допустим, там упаковано сверху мыло лежит еще, он из цилиндра достает, у него там полотенце вышло оттуда, там, допустим, ну, к примеру, там тапочки, там еще зубная паста, мыло там у него все. Ну, какие-то могут быть в этом наборе, там, не знаю, например, суп космонавта вот в этих тюбиках, Ну там да, каша, вот вот что-то я про такое. это вот и говорил, что, конечно, как тюбики какие-то, вот Саша предлагал. Сейчас, может, забыл. Вот. Ну, то есть, в общем, какие-то боксы, вот концепции космонавт. И получается, ну, чтобы вот в общем этот вопрос, да, в самих капсулах у нас минимальный набор, это чайник, что-то порезать, да? Да, чайник, микроволновка, посуда небольшая, все. Ну да, то есть такая первичная, не прям кухня, именно вот... Да, да, конечно. Как сказать, что-то такое, сервировочная такая площадка, да? Это как бы основные пункты, а потом вот некоторые пункты, допустим, там ивент развлечения, там вот масса вот идей вчера, вот и Саша вчера там была там по поиску каких-то квестов и так далее. То есть она в себя какой-то огромный список может включать. Потом, ну вот еще определиться, вот изучить, получается, коммуникации, там вот, допустим, электричество там ставим, есть, вода, ну, посмотреть там скважина, не скважина, может еще раз там по месту пройтись. Как привозить, сколько, или вот, допустим, вот рассчитать, допустим, вот, ну, вот твоя часть, ты говоришь, вот надо для обслуживания неделю на одну, там, сколько там? Либо знаешь, как сделать, сейчас объясню. Может быть, даже так получится, что один день как хозяйственный сделать. В этот день не заселять никого, допустим, как санитарный день. В этот день надо заселять так туристов, чтобы один день выместить для санобработки. В этот день, допустим, 4 дня живут, 5 дней максимум, допустим, один день для санобработки. В этот день завозится вода, откачивается канализация, делается клининг всех капсул в таком вот духе. Это вот как-то вот так надо будет делать. Потому что если сейчас все это замешаем в одну кучу, все столкаем, надо будет, нет, это так не получится, надо будет именно выстроить логистику в правильном проживании. Вот это будет самое правильное. Надо от этих стереотипов, которые работают в каждом, сейчас объясню,
которые в каждом отеле, в каждых глэмпингах работают, отходить. То есть, и потом это все давать определение туристам, то есть марсианам, скажем так, посетителям вот этим, давать, что у нас один день, как санитарный день, один день. Поэтому в этот день, вы уж извините, но в этот день мы не заселяем и мы никого не принимаем. Это все делается гораздо проще, Саш, здесь не нужно. В этот день мы там не заселяем. Просто условно мы выбрали 31 число, у нас бронь везде поставлена, и люди, кто будет заходить, они смотрят просто 31 бронь. Все. Да, все. Понимаешь? Все, вот так и надо. Все. Вот это Ну, как раз не раз в неделю, только может это какие-то убытки. Не, раз в неделю это, раз в месяц конечно, есть много. генеральная уборка, а есть просто прибраться. Вот генеральная, допустим, вот как ты говоришь, да, там раз в месяц там. А вот какое-то обслуживание, они должны незаметно как-то. Ну это вот так должно выглядеть, как раз таки. Ну это не нужно вот сейчас, чтобы это, когда это заработает, это все перемешивать вообще, чтобы вот у нас может быть ночью ну, машина. все это невидимое будет, все. Вот. Ну как просто это нужно продумать, это технически вот. Даже она просто едет, допустим, едет КамАЗ, там ассенизатор, как, к примеру, днем, чтобы откачать канализацию, он откачался, все равно душок пойдет. Он хочет, не хочет, все равно душок пойдет. Он тут же поехал, тут вместе тут туристы едут, допустим, люди видят, что едет КамАЗ, и знаете, потом какая-то водовозка приехала, потом еще что-то привезли, вот одно, второе, третье, и вот эта вот движуха хозяйственная, и люди будут ее видеть, и все от этого дискомфорта, все это сразу все разрушит. Ну так я и говорю, поэтому да, это надо архитектурно решать, это да. просто не видно должно быть. Ну либо вот я говорю, один день делать санитарный день, один день и все. Раз в неделю, обязательно раз в неделю день, и все. Ну, это занимает 3 часа просто заселения, допустим, в этот день там, с 3. Можно таймингом решить, а все дела такие сделать. Да. Допустим, Не обязательно целый день ну, отводить. с 9 до 3, а вот Заселение. заселение от 3, но там скидка, допустим, условно. В этот день, если хотите. Поэтому ничего такого вообще нету. Ну, Сейчас я сбился с мысли еще. Вот, рассчитать, даже не про это спрашивал, а рассчитать, сколько вот в неделю будут потреблять эти капсулы, и как часто, допустим, ну, как часто надо воду привозить, и сколько это стоит, сколько это расходов вообще в месяц на воду вот чистую привозить, чтобы все это обслуживать. Сколько техническое, может быть, там, где-то дождевую собирать, условно, чтобы это как даже преимущество было, ну, для технической. Ну, кстати, ну. Ну, летом, по крайней мере, то есть... Что выживание какое-то такое, как бы, контролируемое. Вот. Нет, ну а кто говорил, что на Марсе будет легко? Ну да, ну то есть это все должно быть как бы интересно и так далее. То есть вот эти все вот ивенты как раз таки там археология и так далее, я думаю, как бы по центру. И она как раз там пустое пространство, оно ну, не сильно притягательное такое. Ну, я имею в виду в той локации, так оно по сравнению с городской там, какой-то средой обычно и так классно. То есть оно может удлиняться, и как бы вот здесь вот все какие-то вот, допустим, у нас ну, какая-то общая конструкция, да, она на 2 стороны ориентируется. И вот у них там различные зоны, да, там, как павильон такой некий. Вот, а может дальше там, то есть какими-то, ну, лапами. Знаешь, что я подумал? У нас вот фудтрак, он и так будет собирать дополнительный трафик людей, которые не приехали пожить, а приехали просто посетить базу, погулять по Марсу и так далее. И это тоже для нас трафик, это тоже достаточно серьезный доход. Поэтому здесь, скорее всего, нам придется делать как развилку. Вот дорожка одна сюда пошла для гостей, вторая для, ну, для проходимцев, так скажем. Вот через сюда идет тропа, которая идет к фудтраку. Здесь вот, может да. быть какая-то зона, там столики, стульчики. Вот, и получается, все, кто не живет, они сюда идут, и здесь тусуются, все, кто живет, они сюда идут. Ну вот их надо отсекать. Как-то Может визуально. быть, да, отсекать вглубь надо, они, может быть, ну, во-первых, тут как бы смешанная функция, тут для капсул, здесь тоже, ну, сейчас, Я, к примеру, даже вот тут у нас стоят, допустим, капсулы. Секунду, где? Стоят капсулы, а тут куча людей пришли в очередь целый, допустим, выходной день, целая очередь с сосисками стоят. Ну, Эти да. такие, мы отдыхать приехали, а тут сосиски приехали. Ну, Ну, это зонирование. Ну и просто Тогда ты вообще его развилку тут для откуда? гостей, типа, и так далее. То есть, его вообще его надо фудтрак выносить вдоль дороги вообще.
Да не, вдоль дороги какой? Вот как мы заезжали вчера на плато, которое там было. Да никто Да ты чё, ну это, Саша, это отдельная история, это нужно там земельный участок не, получать. это Нет, должна быть конечно, одна ну, экосистема, вот еще раз. А люди, те, которые живут у нас на базе, они что будут туда ходить целый километр? Да нет, фудтраку? вот у нас просто будет... Это просто решается зонированием, правильно? Да, грамотно вот, всё. допустим, у нас еще раз вот разделяются пути. Здесь, ну, павильон уже там разделим с этими ивентами. Передняя часть вот фасада, ну, назовем его так, фасада, у нас там, допустим, еда и еще что-то там, сувенирка, там, какие-то камни можешь купить, там, условно. То есть даже не с Марса продавать, ну, то есть какая-то, кому интересно, там, телескоп. Ну, то есть какая-то торгово-развлекательная, здесь могут какие-то теневые навесы быть, тоже интересные. Тут уже столики, то есть они... В общем, здесь вот, ну, в принципе, вот в Дубае, когда был, там вот тоже глэмпинг в пустыне был, и там как раз тоже была зона, где люди живут, она какая-то такая круговая, и здесь вот такой куб, стеклянный кафешка. Люди здесь покупали, а тут дальше уже шли. То есть кто хотел просто пофотаться со стеклянным кубом, они вот здесь, то есть дальше не проходят. И вот они здесь что-то покушали, пофотались, там походили где-то, может быть, посмотрели там, ну, не в телескоп, не знаю, вот как раз видовая зона какая-то. Вот можно, допустим, у нас геокупол, как раз ты говоришь, зачем язычок этот? Ну вот как раз таки встать вот так, то есть пофотать, вот это личная типа зона, чтобы не здесь, вот это для гостей язык, а здесь для, то есть можно и в эту сторону с геокуполом сфотаться, уже там какая-то вывеска, там не знаю, может быть там Урал, Марс и так далее, то есть уже какой-то интерес. Ну а здесь вот это, допустим, вот если отсюда смотреть, то есть какая-то вот какой-то такой вот у нас тоже вот какие-то навесы там, не знаю, вот то есть тут проход, да, допустим, тут у нас какие-то вот такие здесь что-то, какие-то покупки, а если на виде сбоку, ну, то есть вот отсюда смотреть, ну, то есть какая-то площадка, то есть тоже там, не знаю, вот какая-то, ну, какая-то, может, бионическая, не знаю, форма, там вот колонна, там вот так вот, то есть идет, и здесь уже столики, навес, как бы от дождя какая-то вот, ну, просто вообще, чтобы как летник просто буквально, то есть какая-то, может, более грубая форма, вот такая, не знаю, похожая на, как в Дюне, эти орнитопс, или как он там называется. Ну, то есть тоже это должна быть какой-то архитектурка, так скажем, не капитальный, простой. Вот. Ну и по зонам разделена. Может быть... Ну, в общем, это отдельная история, типа, на подумать. Ну, то есть, как бы, вот эти функции, которые вовне, а ивенты, это вот больше... Я знаешь просто, что думаю, Руслан? Если сейчас начнем сюда людей посторонних к жилому сектору притягивать, это будет кошмар. Да, к жилому не будем притягивать. Все же по зонам. Ну, люди пришли отсюда, попали в фудтрак, они туда не заходят вглубь. Ты вот знаешь, как раз вот где красный. Знаешь, что я тебе скажу? Вот есть такой момент. Отели, глэмпинги в том числе, больше зарабатывают не на проживании, а на ресторанах. Поэтому... Это просто, как сказать, кафе с интерьером. Фудтрак тебе еще больше денег генерить будет, чем само проживание. Ты можешь здесь вот, ну, глухой проход, то есть эти... Ну, это я к тому, что, извини, Руслан, это к тому, что, типа, может быть, не будем пускать никого сторонних сюда. То есть вот контур, да, какой-то рисует, то есть вот здесь он, типа, ну, пригласительный, здесь люди заходят вот из капсул, а здесь, ну, вот приехали, здесь вот, условно, фудтрак, сувенирка, это как бы, ну, глухой фасад, тут нет никакого прохода, это тупик, и в этой зоне они остаются. Но этим, если надо, сюда тоже, но они вот сюда и проходят с этого. То есть, как бы, оно, это же как визуальные вот эти все приемы, допустим, ну, вот в интерьере там, в интерьере делается, допустим, в грязной зоне плитка, да, там, определенно, потом дальше жилая часть, там, уже там паркет, условно. И ты как бы зонированием, ты понимаешь, где грязная зона, где дальше в обуви не идти, а где... И это, как бы сказать, интуитивно должно быть понятно. Не так табличка нельзя, а там разные поверхности, загорожить, какой-то пропуск, там, не знаю, там, то есть какой-то космический. То есть это все обыгрывается различными примочками. То есть у тебя там карта специальная, чтобы там просто... Он не должен быть какими-то воротами, а просто какая-нибудь там, не знаю, там просто двери, которые там такие...
Ну, то есть раздвигаешь, то есть даже с приколом. Либо- То, что... ну можно еще, знаешь, как сделать, допустим, дорожки, допустим, разных цветовых гаммах, допустим, и там указатель. Если к фудтраку, допустим, вы идете по зеленой дорожке, если капсулам по красной, и как бы люди будут все время стремиться идти по Ну, конечно, да. своей это всё дорожке на красной, не, направлять да, нужно. чтобы не вот это вот не было Это, наверное, еще вот это все можно решить, когда будет ответвление, если дорожки какие-то сделать, то уже будет какой-то организация пространства более правильно будет. А когда начнут все по песку ходить, он от фудтрака пошел Ну, к конечно, этой дорожки кабинке, будут. там, допустим, в стекла смотрит, кто там живет, ну-ка я посмотрю, там как он выглядит, ему же интересно. Всем же будет интересно, как выглядит. Ну, один какой-то Капсула. мы, может быть, вот как раз-таки черновая какая-то, которая потом... Хозяйственная, да. Да, мы Она может скажем, быть вот, при входе, да, может жилая быть, чтобы там, вот ее люди на нее смотрели и вот пофоткаться. по ней лазили, Она может пофоткались, даже да. пустая у тебя быть. Чтобы не получилось так, что от фудтрака пошли люди, допустим, наелись и пошли по капсулам лазить. И вот я возле этой пофоткаюсь, Да там нет, люди это понятно, отдыхают. что это так, Не, ну как Не бы да, будет. то есть вокруг этого у нас такое-то покрытие, может какая-то брусчатка специальная там тоже шестиугольная. Вот, вот эта дорожка, как называется, металлическая? Которая... Да даже забор такой металлический, это прозрачный. Ну, может да, быть. перфорированный как бы. Ну, как бы в любом случае должно быть интуитивно, то вот во всех городах старых, когда не было там дубльгиса и навигаторов, там же все равно как бы делают какой-то, то есть там в центре какой-то там башни, ты ее видишь издалека. Тут какая-то площадь, которая тебя обнимает, да, вот так вот какие-то здания, приглашает, вот дальше фасады, да, и ты такой, ты его интуитивно понимаешь, там центр, и ты идешь как бы, то есть, ну, это все это даже Я можно думаю, не что переживать. понятно. И многие моменты, когда обыграются, когда уже будут стоять капсулы, и уже будет понятно, куда, в какую сторону людям двигаться, как это все будет устроено сейчас. Конечно, это- Ну все, давайте над этим подытожим, что когда будем строить, еще что-то обыграется, что-то поменяется по зонам. Доработать. Это мы как бы мы обсуждаем, чтобы мне дальше что-то думать. Вот. Это мы про что говорили-то, я уже забыл. Это говорит про то, что... Это сейчас знаешь просто про что? Это, про Это то, ты про интерактивы начал здесь третьим пунктом. Не, ну говорить. это я просто говорю, что их можем... Последней водой мы закончили, и то все равно там под вопрос. Пока это единственное, что меня беспокоит. Что не то, что даже что-то не получится, а то, что как бы слишком много С какими этого внимания, сложностями да. столкнемся? А потом, можно сейчас про концепцию. Вот археология, да? Изучение, или как ты говорил, палеонтология. Палеонтология. Ну, Ну, археология там тоже есть, если собирать железки Палеонтология. металлические от техники. Да, не, вот это, конечно, прикольно вообще, мне это прям порадовало. Это еще дополнительная, знаете, точка такая притяжения, контент, смысловая часть, что здесь не просто, да, согласно результатам анализа, наша почва похожа по составу, как будто это 250 миллионов лет назад, но еще и реальные есть палеонтологические, археологические находки, археологические, неправильно сказать, палеонтологические. Вот здесь всякие ракушки застывшие, но мы это уже показывали, я просто повторяюсь. Меня это просто очень сильно порадовало и удивило. Да, то есть можно там какие-то породы находить, можно и как бы какие-то привозные иметь, ну, как сказать, интерес. Плюс, типа, продажи, да, чтобы закладывать это. Ну это может плюс и мерч быть, и вот эти камни, и все как бы в одном месте. Ну да, просто нужно же, когда вот это делать, нужно же понимать, что тут будет. Ну да, Вот. да. Потом, возможно, как это назвать? Но вот это продажи, мерч, я думал, что это будет в геодезическом куполе. У нас же геодезический купол тоже делится на зоны. То есть там, где стоит корпоративный телескоп большой, потом где ресепшн, и потом VR-комната, еще не забывайте. Ну хорошо, вот VR-комната тоже 100%. Надо И вот понять, там что может быть 100%, мерч что- быть еще. Ну там больше можешь со звездами быть, а это, ну окей, это типа плюс, это не значит, что в одном, это Ну значит, да, что да. эта функция как бы Мгм. дополнительная, то есть продажа может быть и там и в телескопах, допустим, телескопы здесь продаются, а здесь, то есть просто пока в целом список функций пишем, VR-комната базово, что там будет? Базово примерно 5 комплектов очков. Я имею в виду, что показываем? То есть, Что показываем? Показываем путешествия по космосу, какие-то небольшие фильмы. типа, это как дополненная реальность будет, типа? Не, это полный, это Мгм. VR, не 3D, как она, не AR, а VR, Мгм. VR полноценный. Э, То есть какие-то фильмы, путешествия, да, там по космосу, по галактике, и плюс лекции научные. А эти очки предполагают AR? Нет? Допустим, типа ты смотришь, вот тут созвездие, да? Да слушай, ну это я не думал над этим. Конечно, это можно поставить. Почему Ну нет? окей, это типа просто детали.
Потом какое-то выращивание, синтез, да? типа Да, как на по-любому, другой? вот это по-любому. Выращивание. Ну, это вот Саша продумал. Мы мало площади отмерили вчера. Сейчас но мы можем дальше вот сюда, здесь, потому что это пустота, и как раз там и ставить вот этот павильон, где Ну вот да. это все. То есть там как раз нужно где много ходить, что-то разложиться. Именно пока хотя бы, это план минимум был, капсулу условно разместить и какие-то основные функции, ну, может быть, до 15 сократиться условно. Там, не Ну знаю. да, да. Типа ничего страшного нет. Выращивание, синтез, условно. Гидропоника, м, теплица. То есть это попытка, допустим, в каком без грунта там вырастить, не знаю, картошку условно. Не хочу показаться самодовольным, но я лучший ботаник на этой планете. Так что Есть представление Как тоже о чем? кипятить эту, а как Не, вот зачем максимально кипятить? её хорошо очистить, чтобы конденсат не... Ну, на Марсе ты не Не, вряд ли. очистка воды какой? Дождевой или из озера? Это две разные вещи. Ну, не знаю, скажи и то, и то. Ну, как-то вот, чтобы вот... ты Не, ну про вот выжить есть, на другой планете. условно. есть озеро, прокидывается сюда условно шланг, который качает здесь насос, который качает воду на вот эту аппаратуру Но очистительную. это больше для детей, да? И здесь как бы, да, почему для детей? Думаю. Я это Мы вижу здесь как- можем получать хорошую техническую воду, как Ну, минимум. Я это техническую, да, вижу питьевую. в принципе самогонного аппарата, больше никак. Не, да, ну это уже вся технология есть, это все как бы Не, ну просто вот это покупаешь и интереснее, как бы, подключаешь. с точки зрения визуала, что что-то там по трубочкам, буль-буль-буль. То есть, как Так бы- это можно, ну, допустим, даже если такого нету, то какое-то кастомное решение сделать, то есть какие-то трубочки заменить на прозрачные трубочки. Мгм. И уже вот это вот Ну, будет не, эффект. чтобы не что-то громоздкое, а как бы, ну, именно интерес был, что вот, что это как какая-то функция действительно. Мы ведем речь о том, что вот если смотрели фильм «Марсианин», там вот он выращивал без почвы практически грунт и добывал там воду. И вот что-то подобное, то есть такие ограниченные условия, понятно, Мгм. всегда доступ Ну будет да. вода, вот мы про это сейчас говорим, потому что, может быть, без контекста тяжело это было. А воспринять. если, Артем, как фильтра ставить, то там ничего интересного. Он же Ну будет да, под он давлением, просто получит воду и просто всё. вода, он наполненный фильтр, и ты движение вот этого там не увидишь. А вот Почему не увидишь, если ты на прозрачные все эти заменишь? Ну да, ну они в принципе все прозрачные есть, колбы, они все и есть прозрачные. Ну, ты, Сюда затекает желтая водичка, все смотрят, отсюда вытекает уже белая. И все это ну, вот можно показывается. будет это. Ну, так это отдельная инженерная история. Ну, пускай, Но ладно. это не может то, быть, что всё- даже отдельно, это может быть экономить нам неплохо воду. Ну, по технической воде, да. То есть, как бы... Ладно, давай дальше. Так, археология была, это... ну, по сути, все это может быть полудетское. Ну вот еще мысль была, это радио. Ой, не радио, а как оно правильно называется? Ну, слушаем космос. Такого не знаю, ну давай, как Ну как ты не называется. знаешь. Ну, я понял, какие-то частоты, типа, как звучит солнце, как там... Ну не то, что такое как, я это ты слышал. реально слушаешь разные объекты в космосе. Разные там сигналы ловишь. Там же, если не ошибаюсь, да, на какой-то частоте отправляет блок звука, и потом, если он во что-то упирается, там куда-то попадает. А, это, в принципе, телескоп, по-моему, работает телескоп. Ну, тут я, видите, я как бы это не изучал, поэтому, ну, окей. Если это не затратно, то почему нет? Не, это не так дорого стоит. Ну, и отдельно какая-то большая площадь для этого не нужна. Да, особо. да. Это, даже- наверное, с Вадимом, наверное, больше надо. Ну, Это может стоять там, где корпоративный телескоп, условно говоря, вот купол. Половина купола это вот корпоративный телескоп, и здесь может какая-то комната вот этого радиопрослушивания быть. ну, мне кажется, вот еще уклон нужно сделать на фотозоны, потому что все в основном едут именно, я вот в этом месте, я вот, посмотрите, Ну да, я да. на Марсе. И нужно вот максимально там не одно, как какой-нибудь кофейник, еще где-то, а несколько, то есть продумать какие-то ракурсы, чтобы люди там, чтобы им выгоднее там было сфотаться. Но это по-любому а у не нас случайно. упор на контент. То есть, Да. ну, на маркетинг, контентный маркетинг, так назвать. Чтобы вирусный маркетинг был. Когда люди приезжают и сами генерят контент и распространяют уже по То есть интернету. там сразу же, чтобы какая-то распечатка была, там, может быть, какой-то, там, не знаю, костюм, там, сюжет какой-то, допустим, что там,
не знаю, с детьми там и так далее. То есть он не просто какая-то статичная фотография, то есть вот, ну, тут как-то прям упаковать это нужно. Да, над этим пунктом надо подумать. Запуск какой-то, еще что-то. Ну, какие-то должны быть размещены всякие декоративные Арт-объекты. какие-то странные, да, там. Вот Саша тоже, я думаю, возьмется за такие там стеклянный там шестиугольник какой-нибудь там лежит. Но это вот опять-таки не должно быть колхозное, такой наоборот прям минимализм, чтобы оно со среды на себя не перетягивало. Я хочу, чтобы у нас, вот Саша, забегая вперед, знаешь, какой арт-объект был? Вот такой плакат какой-то, может быть, это даже и железо, печать на железе, да, и формула Дрейка, знаете? Это такая формула, которая просчитывает потенциальное количество жилых планет. И из этого высчитывается математически типа процент существования кого-то, кроме нас. Формула Дрейка. Ну, она красиво так визуально вот в интернете, если наберете, там уже есть готовые таблицы, все это очень красиво даже визуально нарисовано. Но это больше такие интерактивные арт-объекты, как бы даже. Ну это мафы малых такие, они как дополняют. Ну да, маф типа малых. Допустим, ты вот здесь и обрастил какими-то этим. Ну, это, Там, мне кажется, созвездие, ты подошел к табличке, прочитал, это тоже отдельная история. В общем, вот есть просто арт-объекты, вот типа, у тебя же тоже много всяких идей было, да? Ну, короче, вот у нас какие-нибудь там кубы там стеклянные и так далее стоят, раскиданы. И это просто арт-объекты, есть цифровые арт-объекты, это вот которые там Артем говорит, там, допустим, еще жизнь. Объект таблица по Кардашову, не знаете? Это развитие цивилизации, типа первая ступень цивилизации, вторая ступень цивилизации, я третья понял, ступень типа, цивилизации. что это ты сейчас ассоциация у тебя с пылесосом, да, вот что энергию выкачивают потом из планеты. Ну да, так вот это всё. и есть по Кардашову. Там, допустим, Или по здесь какие-то Кардашеву. созвездия, он пошел, прочитал, то есть какие-то интерактивы, допустим, там 4 этих экрана, там 5, и разные там, ну это уже прям на будущее. То есть что-то транслируется, информация там какая-то. То есть это такие две вещи, перебил, такие две вещи, которые вот как раз, если даже ребенок приедет, и он понимает, что есть куда вообще как бы развиваться в этой области и какие тайны открывать. Они только в ТикТоке сидели. Вот. Потом что-то еще было. Потом вот квесты, вот Саша вчера предлагал идею там по поиску какую-то. Ну, карта. Приезжает с родителями. Его же надо тоже, родители пошли, допустим, гулять, его же не будут там по этим горкам таскать по всему карьеру. С радостью Ему будут. это, ну, Ребенок с радостью там побегает. Он Ну ладно. раз допустим. прошел, да, один день прошел, а он, допустим, на 3 дня родители приехали, а второй, третий день его чем-то занять надо. Допустим, марсоход. VR-комнате пусть запирает. Сделали, допустим, марсоход, и на этом такое путешествие, допустим, ну, к примеру, там метров 300-400 путешествий. Да, Саша, вот как раз про марсоход Саша говорит, была мысль взять, например, те же эти, как они? Квадроциклы и переделать под... Просто сделать вместо пластику брать с них и сделать у них сферу наверх. Но не будет ли это колхозом? Опять же, смотря как сделать. Нет, смотри, конечно, можно вообще круто сделать. Допустим, сделать там марсоход какой-то на это, из квадрика. Ну главное, чтобы они там не перекопали все. Все, у него сзади, допустим, да, у него прицеп подцепил, допустим, с собой, ну там, человек Пусть 6. копают у нас марсоходы, вот условно территория заканчивается, здесь марсоходы стоят, и туда поехали. И может даже можно вперед даже отвал сделать, такой небольшой отвал сделал. Ну, чтобы реально, это марсоход такой был с отвалами. Он не просто отвал, вот лопата из стали, а что-то такое там из 2, из 3 частей. Он один отваливает, допустим, поднимает грунт, другой его направо валит. Ну, какой-то даже акцент сделаться на нестандартное решение конструктивное по отношению к отвалу. И то это уже будет смотреться здорово. Он с этим отвалом посадил ребятишек на прицеп, допустим, с центр тяжести смещен на тележке, чтобы они не опрокинулись. И человек 6, допустим, тоже в какой-то такой в полусфере, фонарь такой сверху, и повез их на исследование, допустим, Марса. Вот они подъезжают к одной точке, у них карта у ребятишек есть. Там, вот мы сейчас подъехали к точке, он берет марсоход, например, там куча какая-то, сталкивает эту кучу, и там камень находит камень, ребятишки с водой, к примеру, идут, отмывают его, а там на этом камне ракушки, вот эти вот, ну, вот эта вся органика окаменевшая.
Ну это же настолько круто будет. Дальше нашли органику каменевшую на Марсе, классно. Дальше едут, допустим, можно откуда-то с Якутии, я же говорил, бивень притащить, мамонта. Раз, так здесь на Марсе тоже были, допустим, эти мамонты были. Бивень, мамонты нашли. Дальше, допустим, нужно наполнить какую-то емкость. Тот же фильтр стоит. Берут, допустим, воду грязную, вот эту вот рыжую воду, ее наполняют какую-то емкость, и она фильтруется у них на глазах, и выходит чистенькая вода. А рядом дерево. И вот они вот этой чистой водой должны вот это дерево полить. Зацикленная какая-то история. Ну, цикл полный, как бы. Да. И то есть они пошли такие, им интересно все, тут мы дерево полили, тут дальше откопали что-то. А следующий, допустим, и все это разбито, можно это к вечеру сделать. И, допустим, последний цикл это наблюдение за Луной, за звездным небом. И вот они на этом же едут, либо у них разбито на блоки мероприятий, допустим, утром, в обед, вечером. Вечерний у них цикл, поездка на луноходе, на осмотр, допустим, звездного неба, они подъезжают к куполу и начинают им показывать звездное небо, на монитор выводить там через... То есть им не чтобы каждый в глазок смотрел, а выводит монитор и говорят, вы видите, вон там точка на небе? Да, видимо, вот смотрите, а вот теперь она приближена, вот. И смотрите, какая-то вот планета, допустим, там целая галактика, целое созвездие. В таком вот духе для ребятишек. Это все можно до такой степени развить, там. Потом, допустим, а вот утром мы одно сделали, а вот сейчас в обед мы едем на тренировочную базу, где тренируются космонавты, и там ребятишки, допустим, где-то кто-то крутится, какие-то тренажеры заехали, какая-то спортплощадка, где вот они сделали то. Куда-нибудь отдельные вот эти крики оры бы вынес бы, не знаю, может быть, вот вниз или наоборот подальше, если там получится больше территории. Вот сделали то на этой площадке, что они не делают ни на одной вот детской площадке, и это будет настолько вот все это работать круто. Мы вчера обсуждали там обоснованный риск, такая тенденция, что наоборот не безопасный там условно детский сад делают там в Японии, например, а где ребенок может чуть-чуть там удариться, повредиться, но не критично, которые его как бы действия обучают. Но и в целом вот наоборот я бы уклон не в цифровое что-то сделать, там экраны и так далее, потому что этого хватает, а какой-то вот физическая какая-то активность, вот действительно поиск. Сканировка вестибулярного да, именно что-то, вот какой-то азарт вот этот живой, где они вот тоже... либо смотри еще вот как вариант, к примеру, вот у нас воды же там много, ее же тоже нам как можно использовать. Или там из воды, допустим, представим, что она токсичная, там какой-то объект, да, допустим, роботом на пульте управления достать какой-то. То есть это какая-то вот соревновательная турнирная история, там, не знаю, там выиграешь там сувенир, камень, еще что-то. Можно даже, знаешь, как можно вот катера, такие как дроны, водные дроны, допустим, ребенок спустился по горе вниз, здесь у него площадка, и он начинает, вот этот дрон должен, допустим, вот там островки есть. То есть... приплыл, допустим. Какая-то задача, чтобы цель всегда была не просто вот тебе информация и не знаю, что с ней делать. Там вот созвездие такое. Все же в школе один и тот же вопрос, зачем мне это? А вот как раз подстегивание гормонов. Зачем подходишь к карт-объекту формула Дрейка, либо таблица по Кардашову и объясняешь? Если с такой глобальной целью, то может быть. Но он скажет, это когда... То есть современных детей, и в целом там даже есть... может у нас... Момент такой еще есть интересный. Надо все через геймификацию, вот именно чтобы с гормональной какой-то всплеск вызывать. Сейчас объясню еще. Там же возраст детей будет разный. Допустим, есть, которые вот до 6 лет приехали, до 10 лет, которые уже 12, скажем, 16. Это уже как бы... Он вроде еще и ребенок, но уже... Я бы сейчас бивень поискал. С удовольствием. Их тоже чем-то занять. Кстати, хочу такую экспедицию сделать. В целом квесты-то вот эти, которые ориентированы, они же, городские, знаешь же, квесты, допустим, часто, может быть, это от скуки, все, во-первых, есть открытые, допустим, по городу, что-то там раз, он пришел на точку, записка, там следующая стадия, это взрослые люди этим занимаются, и как бы им весело, то есть азарт какой-то, неизведанность, и комнаты, вот эти все квесты там страшные и так далее, это же... вот этот квест, как раз ты говорил про марсоходы, да, там, про тропу, вот, обязательно должна быть, это же может быть вот прям вокруг Марса, вот. Вокруг этого всего карьера, и везде какие-то арт-объекты могут стоять. Я думаю, никто нам не запретит, какие-то арт-объекты. И чтобы как раз вот эта карта имеется, где человек сел на марсоход и поехал по этим вот арт-объектам.
фотозоном, арт-объектами. И как раз здесь можно сделать и квесты, да, какие-то квесты, задания. И это огромная территория для вот этих квестов Я и бы для прогулок даже пеших. и так можно далее. масштабные даже, допустим. Ну вот какая-то карта, да, там, тут ты одно нашел, потом ты там на красное, да, горит, да, ты ищешь, да. где это красное. То есть тут там какой-то сигнальный огонь, ты потом. Ну, то есть какие-то такие более крупные сценарии с микрогеймингом. Вот. Ну, в общем, квесты это прям отдельная такая большая тема. Да, ну и даже вот момент тоже, разобранная летающая тарелка лежит, вот дети приезжают часа на Все два вот квесты и активные. начинают, да, собирать летающую тарелку. И там детали, ну, они доступны, то есть И все да, детали. важна именно в группе сборка, не один, а то есть когда вот они в один, он не поднимет эту деталь, Да. а втроем они вот должны Да, именно да. втроем. Вот недавно, Чтобы кстати, коллективный такой был. играл в игру, где нужно, давно ничего не играл, тут совместно именно, в общем, называется It's Take Two, и там 2 игрока, и там нельзя, ты не можешь один играть, то есть ты должен вдвоем что-то нажать, какой-то рычаг, чтобы, ну, в общем, произошло что-то, то есть такая совместная командная игра. Тимбилдинг. Да, и вот они должны в 3 паза попасть втроем, не тяжестью, то есть вот аренды, допустим, вот какие-то мотоциклы, квадроциклы, ты говоришь, ну, вот мотоциклы там прикольно, потом велики, я не знаю, слишком сложная какая-то трасса, да? Для Велосипеда масс. нет, да, конечно, нет. Там такой. Вот он на велосипеде, допустим, тормоза, ну, улетел вот в этот промойну в эту улетел. Да даже на мотоциклах, я думаю, что Ну, это да, такое слишком. это вот брать на специфично. себя ответственность за то, что он сейчас на мотоцикле завел, вот он приехал, я могу, он тебя переубедит, что я могу, и куда-то в промойну залетел, а это в промойну там переломался весь. Это я считаю, что это лишнее. Но это серьезно. Ну, нет, да. Вот ты же вот сам упал, взрослый же тоже вот улетел просто. А это, представляешь, там, это люди готовы-то приезжают, а которые Ну, я приедут, скажут, да согласен. я хочу, у меня есть деньги, на вот тебе деньги, я сейчас хочу, да ты поехал и улетел там все. Люди он на горнолыжку приезжают, там катаются, ломаются, Ну, переломаются. Чаек, Саш, будем раскрашивать? Чай. Да. Надо. Там на озере чаек Ну, в одно фламинго. время много бывает, и раскрасить там в розовый, Фламинго. там, не знаю, фиолетовый цвет. Марсианские чайки. Что-то еще хотел важное. Вот баню мы вчера поднимали разговор. Вообще, нужна она, не нужна, будет, не будет. Ну вот я ж могу только по себе судить. Я вот люблю комфорт в плане вот именно вот. как Мне сказать, вот не умыть- так важна умыться. баня, если в капсуле там в домике есть душ. Ну, если он какой-то более-менее комфортный, то да. Вот, не знаю, может быть она какая-то вот с испарениями какими-то, то есть какая-то как. Вот что я хамамного хотел-то. типа. Блин, ну короче, мы сейчас обсуждаем это еще на 20 миллионов сверху. Ну. Можно сделать реальный спа, который будет отличаться от всех там глэмпингов и так далее. Вот есть такая, как она неправильно будет Минерал. сказано, криокамера, Мгм. замораживает тебя азотом. Знаешь? Ну, ясно, типа. Вот эти вот там 3 Состояние. криокамеры поставить. Потом в это я еще купался соленый раствор, когда ты ложишься и ты как в невесомости находишься. Флотинг, Вот типа. эти флоатинг, да, капсулы. И вот это все как бы связано с такой футуристической космической тематикой. И это еще один отдельный, получается, геодезический купол надо под это спа делать. Ну, финальное, что 100% будет. Потом еще это наполнится. Ну, трекинговая тропа, это прям по-любому. Да, по-любому. Какой-то вот спорт именно. Но трекинговая тропа, она может объединять в себя и тропу на этих, Марсоходов. на марсоходах, и плюс квест вот этот вот. Для взрослых. Уже для взрослых. Ну, да. Саша говорит, вот надо капсулу. Нет, для капсула. детей он может быть вот как по внутреннему кругу, да, для взрослых может как по внешнему Наружный, да, кругу. да. Ну да, как по сложности распределяют. То есть какой-то спорт там он вполне себе Ну вот он, подходит. допустим, может на марсоходе ехать, к примеру, на спортплощадку заехал, вот, а можно я, ну, к примеру, я покатаюсь, нет, вот у нас марсоход, вот, допустим, вот ты сейчас едешь на нем и должен потренироваться, там, он заезжает на площадку, где не простые тренажеры стоят, а где, ну, как космонавт тренируется, где вращаешься, переворачиваешься, Ну, крутишься. тоже интерактивно, хороший. Не надо, вот. их не видно должно, потому что они все выглядят так всегда как Нет, их самим придется кракозябры. делать. Ну я понимаю, я имею в виду, что они все какие-то металл какой-то, опять, чтобы не замусорить среду, она должна остаться такой вот. Все, ты про трекинговую тропу, Мгм. последний пункт, да? Да, просто вот Саша говорит, надо вот капсулу обсуждать, а вот, как сказать, архитектура, она все равно, это сценарий же жизни, и вот эти все какие-то процессы, они включают какую-то, ну, общую структуру, Ну да, планировку, да. она и должна и в плане быть как бы красивое там размещение, то есть все эти сценарии, они должны включать, вот, допустим, вот эти все там квесты, какие-то мероприятия, да,
Вот как они по времени? Это типа обязательная программа ты покупаешь, или ты можешь жить в капсуле, вообще ни на что не ходить, скучать, или там общие сборы какие-то, или это постоянно начинается. Или Это там вопрос в 3 у или- нас, ну да, В смысле? допустим, в 3 у нас Да не, там ничего тренинг обязательного, я проплат. считаю, не должно быть. Я просто приехал с ноутбуком 3 дня посидеть, поработать и все. Ну, я имею в виду, что В вот капсуле. не каждый же там 15 минут у нас там класс бегания копать. Она же какая-то событийная, по дням должно быть. Сегодня у нас так, на следующей неделе так. Чтобы они в целом вообще... Ну и чтобы был эффект возвращения, типа ну я... да, в этот раз у меня вот этот, Да, а ну да, в другой да. раз как бы я вот хочу попасть, а вот мне удалось только там, не знаю, Мгм. гонки на дронах были в этот раз. И, то есть, Ну еще про сменяемость. наполнение, вот у нас обязательно будут, это, как их правильно это назвать, мероприятия. Прям каждый месяц, допустим, приглашение какого-то гостя, космонавт Ну вот, приехал, да. да. То есть здесь конференц-зал еще тоже должен в геодезическом куполе быть. Мгм. В общем, какие-то лекции, да, ты как Да, раз лекции. говорил, Да, что да, это обязательно прям. это же научпоп, типа, и какое-то выступление, ну, И фестивали еще. фестиваля, что Ну, это прям будет? день Фестивали это космонавтики, может допустим. раз в полгода быть. Типа фестивали в стиле там Звездные войны, как Burning Man. Вот что такое ну, масштабное. территория, не знаю, позволит, ну, как бы просто, что они здесь, вот, допустим, у нас вот эта структура дуга, здесь это купол, масса это, то есть вот вдаль сюда уходить или вот куда? Чтобы Она можно- прям на территории. Зачем? Мне Вот, кажется, мало например, будет. Ну и тут отдыхают, тут в костюмах. нет, Дарта здесь, Вейдера. если фестиваль проходит, здесь вообще никто не живет уже, получается. М. Потому что, ну, реально, это Просто билет на мероприятие. музыка, да? мероприятие, концерт, там все, это движуха такая, там не пожить уже. Мгм. Но зато фестиваль это прям такой контентная часть на всю Россию, на мир Ну даже да. может быть. Ну понял. Ну тогда да, без разницы сколько. Ну вот день будет. космонавтики там обязательно нужно будет проводить. Потом вот лунные затмения у нас тоже проходит, тоже интересно же. Нет, такие, это уже, как тебе сказать, это уже не про фестивали и мероприятия, это уже есть огромный События. список, наш огромный список астрономических событий, и в эти события, конечно, и даже цена за проживание будет чуть ли не в 2 раза стоить выше. Типа, Вот недавно парад лунное планет. затмение, вон Руслан ездил специально, сняли телескоп, поехали, а если была такая вот база? Мгм. Я вообще думаю, что там хотя бы раз в год проводить фестиваль электронной музыки. Ну, так это все может быть и Ну, один, да и есть быть такая фестиваль, да. фестиваль. То есть электронная музыка, все приезжают там в разных костюмах. Ну вот Burning Man, Да, знаешь, да, что это Там конечно, мероприятие? музыки это и все. Что это такое вообще прикольно. Может вообще структура, чтобы это круговая устраивалась, как вот Марс, да, типа, ну, сама планировка, она что же должна быть продумана, это же не мысли только капсула, то есть там центральное, да, какое-то ядро общественное, и как бы такая орбитами, тут у нас там капсулы, здесь у нас там, ну, условно, Мало нам, для нашего творчества, для нашего потенциала мало территорий. ну, Даже элементарно, если мы говорим про Burning Man, то есть можно достичь того, что команды приезжают, свои арт-объекты делают. ну, вот это так же, же как можно, Burning Man. никто не запретит. Нет, но- потому что мало территорий у нас. Ну, короче, вот, то есть, как бы какая-то структура, допустим, как орбиты у планеты. Но да, расти да, есть куда, бесконечно. да, то есть, как бы, Бесконечность. у нас же вчера первичное какое-то согласование было, то есть этих границ мы как бы такое полевое на ходу прям отмечали, а там уже, ну, по мере возможности нарастить их, конечно, хотелось бы, чтобы разрешено было. Ну, можно, да, в принципе, Да. к капсуле постепенно переходить. Первая часть нашей беседы закончена. Давайте к капсулам. План общий, типа, по капсуле какой? Сейчас уточняя вот габариты, длину, ширину, все, вот еще раз функции примеряю какие-то, сейчас мы их еще тоже проговорим, функции уже не общего этого. Без накладок. Сейчас вот просто вот Просто мы общие функции, размеры. так, кровать, душ, зона, то. Потом, ну, все там, допустим, у меня сейчас там 3 метра, да, у нас габарит, там, может быть, 2,750, 2,756, сколько это, сколько. То есть, сейчас вот общие габариты сделаем, то есть, потом даю вот размеры, типа Саши, мы сейчас разъезжаемся, Саша в цех, я за компьютер. Все, даю размеры, даю какие-то там, допустим, вот у нас там стойки, отдельно у нас морда, да, идет там хвост, ну, пока, и там раму можно уже, в принципе, какую-то, ну, раму сварить, если что, потом подкорректировать, размер какой-то универсальный, да. Все, Александр, типа, собирает вот эту черновую капсулу, может быть, это просто вот, ну, не знаю, профиль там
ЛСТК какой-то, либо там гипсокартон, либо он, ну, если ему проще, это уже там сам выбирать будешь, из металла сварить просто какой-то вот, просто, как сказать, ну, базовую штуку, да, вот, допустим, ты вот так сварил, тут, вот я говорю, тут примерно дверь, морду пока, ну, просто подразумеваем, мы ее просто из листов какого-то недорогого материала вырежем, козырек, упрощенная, то есть такая форма, ставишь на раму, все. Потом ты вот сделали каркасик, пускай он будет без отделки, вот. Уже как раз ты будешь думать, я вот думаю, допустим, там, ты вчера говорил, алюминий там со сталью не соединяется, можно же какие-то там пазы, еще как-то там на герметик, еще как-то, то есть посмотреть там, вот утеплитель, еще, кстати, не все, вот вспомнил, что я важное крутил, вот про зимнюю концепцию, вот это отдельная история, как вот зимой это все, чтобы там тоже не замерзало снаружи, вот, если хотим коммуникации, подогревы какие-то, вот. Вот инженерная даже инфраструктура. Ну, дублировать надо будет все это дублировать, любую подвод воды, допустим, сантехническую разводку, все это дублировать с тепловым кабелем, шнуром. Ну, то есть, И допустим, все пирог, эти рубашки будут, скажем, вот у нас в таком рукаве капсула, будет, земля, тут вода проходит, да? не под землей. Ну, или Надо- наружу, надо или под землей, землей, да. что-то там у нас, допустим, в каком-то защищенном корпусе. И здесь тебе, ну, типа как теплый пол хочешь, да? Или как? Да, кабель запустить. Есть кабель, который в трубу прям Мгм. непосредственно закладывается, допустим, можно, где вода проходит, Мгм. чтобы его не перехватило зимой в минусовую температуру. Ну и также в канализационную трубу можно завести прям вовнутрь, не снаружи пустить, чтобы снаружи, просто там КПД маленький быть. Типа это, допустим, вот труба, вот так, и она какой-то контур у Ну нее да, еще... вот тут труба, допустим, простая труба, а там у нее тепловой шнур внутри лежит, он все. И также понял. для воды и снаружи, если сделать, можно снаружи сделать, допустим, хомутами его прикрепить и потом сделать, допустим, тонного хомуты, вот он у тебя идет, провод снаружи идет, греет трубу, но он у тебя какой-то будет греть только часть, где-то намерзнет там, ну это нет, это вот внутри, самый оптимальный вариант. И еще плюсом его сделать. Ну, утепление какое-то должно же быть, да, типа изоляция все Ну равно. да, там обязательно должна быть такой, так сказать, не рубашка, а в кожухе должно быть. Какой-то В нейлон, тонкий. какой-то нейлоновый кожух, утеплитель, потом нейлоновый кожух. Ну вот чтобы сколько там смотреть. глубина промерзания в Екатеринбурге? Никто же не знает, да, наверное? Там... Я думаю, что мы, если Вот даже про септики закопаем, еще. мы даже если там везде гора, Нет, тут понятно, тут окей, хорошо. Кабель А, ну тепловой, да. вот про, который более их тоже глубокий. подогревать надо, потому что, смотри, гора, я думаю, что промерзает там очень глубоко грунт на горе. Думаешь? А вот смотри, Саш, про септики. Мы как-то, кстати, с тобой обсуждали. Есть такие специальные грибы, дрожжи, которые просто это все съедают и все. Ну, так И то есть это экономия на откачке ну постоянно. так или иначе, там надо, они, как сказать... Ну, либо откачивать в раза два меньше придется. Это, наверное, еще знаешь, от чего зависит, какими ты моющими средствами пользоваться будешь. То есть бактерии, а не каждой бактерии синтетику расщеплять будет. Ну хорошо, но если это нам сэкономит денег, мы будем пользоваться тем, чем нужно пользоваться, эко там. Не, ну они Просто так я или слышал, иначе, что да, вот, биобактерии вот эти, они, да, ну как бы... Нет, я вот смотрел, Размножаются. не помню, подкаст, что-то... Короче, у мужика какая-то база, и он вообще не выкачивает оттуда, он просто грибы туда засыпает, и грибы все съедают. Надо вот изучить этот вопрос. Да, что за грибы? Главное, чтобы они потом эти грибы оттуда не вышли и все остальное не поели. Не колонизировали Кардицепс. нас. Да. Это же, знаешь, много лет разработали тоже бактерии, которые... Проблема же с переработкой покрышек. Разработали бактерии, которые будут разрушать. Она же частично состоит из каучука, из натурального материала, резина. Сейчас же уже не То делают есть, кучу. Ну, Не, вот эта история, это уже как бы, которые будут она разрушать проведена резину. все испытания и так Слушай, далее. почему-то мне в голове было изначально, что биосептик это там уже бактерии. Всегда же там вот этот специфический запах такой какой-то полухимии, даже на стройках, там уже какая-то жижа, которая растворяет первично. И потом уже ее... То есть они как бы перерабатывают первично, а потом уже откачивают. Просто здесь углубиться, это сейчас, ну, как бы, пока разговор вот, ну, Не, это вот всем просто на подумать, изучить Догадки, вот да, этот вопрос, изучить что просто есть надо, и такое, всё. да, Не, надо ну, понять, насколько окей, это. просто, короче, там глубина промерзания, допустим, 2 метра. Может, ее ниже и не утеплять, закапывать, может, все равно утеплять. Ну, то есть я имею в виду, понимаешь, про что это, как про ну фундамент. да, тут, ну да, может получиться так, что
на глубине, допустим, ниже метра, кольца диаметром побольше заложил. То, что... Не грунт- пластиковое, бетонное будет? Ну, к примеру, да. Нет, пластиковый дешевле будет, а сверху уже просто сделал. вот Пластик такой. не будет лопаться Для зимой риски. у нас? Нет. У него ребра жесткости. Это наверное, либо Он со даже более стекловолокна, гибкий. да, либо со стекловолокна, либо пластик. Они там же у них А ребра сколько жесткости. они по высоте? Просто я как Разные, сейчас представил, абсолютно кажется, разные. что все быстро, а на самом деле... Там Ну. есть и на 10, на 6, на 12 кубов есть, какую хочешь. Вот я, допустим, в этот раз ехал на тягаче, стоял тягач, остановился, я не знаю, там кубов 50-60, наверное, огромная емкость. Ее на трале везли. То есть, ну, какую захочешь. То есть, как говорится, за ваши Нам деньги надо любой каприз. емкость Ну, как-то равна надо, чтобы ты машине. посчитал вот это, кстати. Вот Емкость равна машине, Сколько? чтобы машина один раз приехала и полностью Ну, выкачивала. типа, Ни какой больше, ни объем меньше. как бы. примерно за неделю, допустим, 20 человек, да, там, сколько это, сколько нам нужно септики, типа, подобрал. Ну, потому что, вот, прикинь, вот это надо траншею до места откачки. Потом сами эти вот эти... Нет, выкопать. траншеи точно нет. Ну, какой-то, они же дублирующий- соединены будут между собой, нет? Ну, да. Ну вот, поэтому я имею в виду не траншею, а вот, ну, вот этот же как-то прокинуть надо кабель какой-то. Либо он поверху здесь будет. Ну, какая-то должна быть траншея. Ну, Небольшая. емкости 2, а вторая дублирующая должна быть обязательно. Вот Мгм. получилось так, что больше, чем положено, заехало людей, и чтобы... Ну, хотя бы 2, да. То есть, Да, она как бы- как резервная такая на случай на всякий. Вдруг одна переполнилась, и такие, ой, а что делать? И там, и ассенизаторка не может подъехать по времени, допустим. Вот или они же будут жара сообщаться между собой. Сообща надо Допустим, делать, да. вот, допустим, тут капсула, одна здесь, и вот тут откуда откачивают. Вот они между ними, то есть сообщалка, чтобы отсюда выкачивали. И вот это все, получается, в утеплителе должно быть, да, типа. Не обязательно. А как она же, типа, заставит? Если в земле, если между собой емкости соединены, то есть достаточно там по такой схеме. Просто выше она стоит. Ну. Не, я просто думаю, как будто она же еще глинистая местность, она такая вся влагу впитывает. Перешейк, вот, Ну да, вот сам перешейк. то есть получается вот эти 2 емкости загрузил Мгм. в землю, 2 емкости в землю загрузил, оставил только как ревизки, ну, Мгм. для ревизии эти люки оставил, а перешейк в землю закапан это обязательно. Ну, я имею в виду утеплять его тоже. Ну, снаружи, тут что там утеплите? Ну, я имею в виду Отдел вот просто. этот кабель, который диаметр, греет, чтобы- диаметр, допустим, 200 будет, трубы на 200, и сюда кабель параллельно заложил. Мгм. Это не так дорого. Это такие Ну, элементарные просто такие недорого, простые долго вещи. про это спрашиваю. А Объем с- работы. А сюда уже забрасывается, то есть в эту емкость забрасывается не по низу идет канализация в трубах, где-то разводка в грунте, а идет она по верху. Ну, частично может быть по низу, там метров 5, допустим, идет где-то в грунте, это несложно. Потом она из грунта выходит у нас, и пошла разводка вот эта вот канализационная по верху. В таком вот духе. По верху, думаешь? Ну, хотя, и типа тут насос получается где-то, или как? Да, она сама стекать будет. Если легкий уклон А, сделать, она это будет выход стекать. к капсулам или к Выход, да. ассенизатору? Капсулу. А, капсулу, ну, окей. Ассенизатору ему надо будет просто туда закинуть шланг. Мгм. Там диаметр 100 примерно кидает и высасывает. У него там, когда он качает, у него в емкости вакуум образуется, у него в емкости в машине. Видишь, ты опять говоришь, туда закинуть, а мы вот здесь вот обсуждали, что Ну, она просто- подъезжает. Ну да, Даже на территорию не Вот. должна заезжать. туда, да. 90. Ну, ты понял. Да. Ну вот я рисовал типа 2, может быть даже из второй сразу выкачивать. Можно сделать ему насосом поднимать. У нас, допустим, стоит свой насос вот Ну в этом да. месте. Стоит у нас Первичный да, подъем. насос. Такой И буферный поднимает ему, резервуар. допустим, туда метров на 5, на 6 в гору поднимает, там машина стоит. Потому что, прикинь, это кажется, вот я тут рисую, вот здесь септик, вот здесь септик, это, а там-то расстояние огромное этого трубы будет по всем вот эту перешейку, это прикинь, это так, ну, нормально качать-то надо, поэтому я вот спрашиваю, сколько там утеплять, это тоже вот это мы не закладывали, мне кажется, такие длины изначально, то есть. Про Ну, ты- капсулы вообще Ну, начинаем. это и есть, в принципе, капсула, это как бы все Ну. инженерия, как бы даже важнее, как бы все это. Вот, то есть сейчас возвращаемся. Видишь, сейчас Мгм. перебил. Плюс огромный в чем? Когда пойдет у нас поверху. Вот мы решили, допустим, мы в грунт заглубили, канализационную разводку сделали в грунте, в Мгм. траншеи. Мы потом капсулу не сможем двигать.
У нас они стационарно должны будут стоять. У нас здесь есть сейчас возможность, если мы инженерию наверх выкидываем, у нас есть возможность перемещать по территории капсулы. Пусть 3, 4, Ты 5 имеешь в виду, метров. что снаружи она? Да. Ну да. У нас есть возможность капсулами как-то оперировать. Ну, то есть она должна быть чуть-чуть над землей, всегда какое-то расстояние такое, ну, значимое иметь приподнятое. Ну, то есть, Вот ну, лапки. получается, шланг, грубо говоря, Ну, шланг да. по участку. Вот его Вода в принципе, такая же такой. схема по этим же путям, ну, в смысле, не по этим же, ну, как бы в кожухе, в этом Да, утепленном. он синхронно просто идет, синхронизирован с этим. Не прямо идет вместе, а, допустим, идет Ну, типа в сечении труба Да. и труба. вот канализационная разводка, такая. допустим, идет отвод канализации, потом идет труба подачи воды, чистой воды, так. Мгм. и параллельно идет 220 вольт провод. Ну, он тоже такой, в такой Ну, кабеле такая, хорошем короче, такой. схема получается. Да. прям. Но она не в таком кожухе, она вот Ну, я именно просто, разделена. То есть, если мы ее принципиально. разделим, да, вот прям по диаметру, допустим, один диаметр такой, Мгм. и соберем кольцами, если еще там, ну, на том же ЧПУ нарежем, допустим, вот такую кассету, допустим, вырежем, в которой будет Вот что ты мне это все не кассетов, не присылал. кассета, в которую будут вставляться трубы, допустим. Ну, здесь у нас штырь, Каждую неделю прошел. к примеру, штырь. Вот мы его в землю этот штырь посадили, здесь у нас идет 220 идет, Мгм. допустим. 220, здесь у нас идет питьевая вода, а в этом вот идет, через эту трубу у нас идет канализация. И вот такими блоками нам надо переставить. Здесь даже ручку можно сделать, вырезать, если уж там. Мгм. Допустим, мы берем эту ручку, выдергиваем, капсулу надо переместить нам по участку, мы берем, перемещаем капсулу и опять раз осадили, все это у нас все это вроде жестко стоит, нигде И ничего. функционал, и интерьер. Потому Да, что мобильная да. такая история. И это все должно быть в... Ну, это все нейлоном недорогой, по сути. Да даже, знаешь, вот Мгм. загрузить можно, труба, которая для воды, ее можно загрузить в пожарный рукав, в белый пожарный рукав, он довольно-таки плотный. Вот вчера трубогибочный станок был какой-то, допустим, вот у нас все трубы и какие-то вот такие панели, как бы они такие гнутые, чук-чук. Ну, как бы закрыть их, то есть они как снахлё. Ну, такое что-то. Металлическое даже. Ну, просто как поверх. Как короба, да. Ну да, просто чтобы она не выглядела какая-то Потому что провода, тут тоже угловые будет... элементы там, то есть она там, Да. с фасками там. Ну, то есть тут типа вот труба, вот, ну, вот это все вот так вот идет. Здесь вот так вот закрыто, здесь чуть-чуть открыто, опять закрыто, опять чуть-чуть открыто, Может да? быть, Это Да, ну закрыто. где проход, допустим, здесь дорожка, да, вот она, допустим, знаешь, вот, защитная такая. да, может получить, к примеру, В принципе, можно в эти кожухи сразу утеплить. Это все к капсулам в относится. таком как бы, вот духе, самое такой главное. мосток у нас решетка. По этому мостку люди переходят, чтобы не спотыкаться через кабеля. Ну а да, тут то у есть нас это уже... везде, на всяких экспо так кабели защищают и прочее. Да, чтоб То есть вот эти пошло. кабели тут, оно как бы может и внутри этот металлоутеплитель там иметь условно, ну или пластиковый. То есть как бы уже как бы готовое какое-то решение сразу. Вот. Что-то еще хотел. Ну ладно, то есть это мы решили, что в одном вода просто насосом подается, правильно, из резервуаров? Мгм. Все, выстраиваем, получается, у нас первичную, назовем ее МВП модель, это типа минимальная, в общем, рабочая модель, габаритная. У нас еще один момент сейчас. Да. Смотри, у нас получается по отоплению. Нам можно сделать отопление в каждой капсуле индивидуально, а можно сделать централизованное отопление. У нас, чтобы отдельно кабель не закладывать, тепловой кабель в трубу, мы можем вообще собрать это в какой-то блок, все, и подачу и обратку гнать параллельно с этими трубами. Подожди, а ты хочешь, что вот эта, которая горячая, холодная вода идет, и вот эту горячую использовать для отопления еще? Нет, можно сделать отопление не как мы вот закладывали электрокабель, тепловой кабель, теплый пол. Ну вот теплый пол, кстати, ну вот представим, вот у нас, сейчас скоро листик у нас. Не, а как ты хочешь вопрос с горячей водой решать? Центральное отопление какое-то? Нет, можно Я думал, титаны в каждом этом небольшие какие-то. емкость. На раз помыться. Не, раз внешний с утеплителем, может быть, просто вот как раз делается эта планировка. Ну вот здесь она греется и там течет, или она будет охлаждаться успевать. Нет, это чтобы помыться, а которые у нас могут стоять отопление радиатора, чтобы протопить само помещение. Ну да, это я понимаю, но вот как раз про это, ну ладно, и про то. Вот у нас теплый пол, вот у нас он прокинут, да, вот так. Но это какой-то уже материал должен быть, только керамогранит. И там, понимаешь, тут кроватью заставлено уже минус.
помещение, тут там еще Там что-то. кусочек маленький Да, получится. получается, совсем. скорее всего, ну, только вход и, ну, стены, получается, нужно. Использовать под... Ну, да. Ну смотри, емкости мы можем наварить сами. Вот у нас, допустим, перегородка, Емкость это для можно... чего? Емкости для горячей воды, для холодной воды. Там все равно должна быть своя емкость, если мы не сможем гнать воду с какого-то хозяйственного блока, потому что там расстояние, допустим, метров 40-50, и она просто... Даже если в утеплителе поверх остынет? Да, она остынет. Он, во-первых, знаешь, это даже как... Он сначала будет сливать, стоять эту в капсуле, Ну да. воду там минут 15, пока к нему не придет теплая вода. Ну, то есть это вот, ну, она будет остывать. Ну, а может быть тогда вот, ну, есть, знаешь, проточный водогребной? Если бы она постоянно в движении была, смотри, Руслан, Ну, ладно. у нас перегородки вот эти вот, которые будут капсулы, допустим, у нас капсула, а внутренние перегородки нам можно делать емкости. Вот эта перегородка, допустим, к примеру, межкомнатная, ее можно Да сделать. какие там перегородки, откуда-то место столько. Ну ладно, Смотри, давай, ну ты же будешь имеешь в виду отсекать. Ты же инженерное? туалет с душем. Ну, только от туалет общего, отсекать будешь от всего общего этого отделения, достаточно. всё. Вот это у нас емкость, если она будет шириной 100 миллиметров, вот эту перегородку мы делаем емкость из алюминия варим. Сюда врезаем тену. Она у нас греет эту емкость. Вот. И с этой емкости у нас есть горловина, к примеру. Ну вот я вот так вот образно. С этой емкости, когда забор воды идет для душа. Ты говоришь сейчас не про отопление, а именно просто про горячую воду. Про горячую воду, да. Всё. То есть мы не покупаем в Водного магазине. же отопления не будет у нас, правильно? Отопление теплый пол. Ну, Теплый пол еще можно по калорифер стенам. добавить. Продублировать калорифер обязательно, чтобы была Калорифер, что, циркуляция просто воздуха радиатор, что ли, была. будет стоять? Ну нет, сделать бесшумный вентилятор поставить и Это будет такой сухой воздух на такой. Просто как бы вот... Сейчас, ладно, для климата Смотри. дойдем. Там тоже куча... то есть в перегородку. Ну вот представь, вот у тебя, допустим, унитаз, смотри. да. Тут же какая-то там Инсталляция, инсталляция, тут да. какие-то еще должны быть внутри трубы, тут, допустим, у тебя резервуар, ну какая-то часть ну, То есть мы можем вот я про что хотел сказать, что у нас не настенный котел магазинский, этот водонагреватель. ну я понимаю. А мы этот водонагреватель можем сделать сами. Зачем нам вот этот вот, Опять вот сами. это вот. Опять сами. Потому что мы с алюминием будем работать, Руслан. У нас будет много алюминия, у нас будет возможность. Проточный это сделать водогреватель, знаешь, что такое? Нет? Ну, знаю, то есть подается вода. Ну вот сейчас ставят вот во всяких квартирах, я исходя из интерьеров мысли, там типа уже не делают вот эти навесные, крану как дома. ставят. Да, и ты просто там, ну не помню, я вот в электрике я не силен, не помню, насколько там киловатт, ватт и так далее. И он просто проточно нагревает, и за глаза этого хватает. Она не прям горячая, Но но она теплая. такая, может комфортная. быть, вот здесь вот она идет как бы холодно, а здесь вот каждому выходу, каждому свой личный проточный, тогда емкость не нужна. Но если как бы место есть, допустим, ну перегородка, там пустое место один, без разницы, да, вот допустим тут у нас унитаз, тут трубы, тут еще. Ну как бы если пустое, может быть какой-то резервуар. Ну да, кстати, занять. ты тему говоришь вот эту. Я вспомнил, в Индии вот и Проточные. часто используют вот эту штуку. Проточный? Да. Ну да, как бы вот можно их, ты посмотри, ну вот себе на Я заметку, смотрел. лично это твой? Да. Ну вот записывай туда. Я смотрел, я их много, я даже себе домой такой Вот, я имею в виду, что это ключ. ключевые моменты, которые важно себе записывать, чтобы запомнить. Проточный, ну можно проточный. Ну тогда его знаешь, нужно это, надо Зато вот везде запомнить. стабильно Да. будет горячая вода. Если, допустим, да, как бы, а тут резервуар, вот если, короче, будет место и пустое, типа, ну, можно сварить, но опять-таки алюминий сварить, это опять какие-то тут краны, все кастом, это все хорошо, но это опять 1000 лет и дорого. Поэтому, если можно обойтись, то давай так. Просто, я имею в виду, вот я вот записывал вот эти все, фиксирую, ты себе тоже фиксируй, то, что мы утвердили. По климату, вот когда делают, знаешь, вот, допустим, OSB, там пенополистирол, все, стена не дышит, как в каменном, и там нужно, чтобы... Циркуляция воздуха. Да, Увлажнитель, циркуляция Чтобы не искусственная. конденсировал он, да. Да, если тут калорифер, то это, ну, такой сухой воздух будет, там можно, если еще и теплый пол, он прям высушивает, реально. Поэтому, либо это какая-то должна быть с увлажнителем что-то, либо, ну, какая-то приточка постоянная, и вот этот баланс
приточки и отопления как-то вот соблюдался, потому что ну, летом это вообще капец, это алюминий будет нагреваться, поэтому... Нет, тут как раз таки он не крашеный, не будет не нагреваться, он будет отражать. Может, он же как радиатор работает везде, алюминиевые радиаторы, они же как бы рассеивают и собирают, то есть он будет оттуда принимать и как раз раздавать может и сюда, как бы, ну, понятно, тут у нас утеплитель будет. Ну, короче, вот микроклимат на самом деле там важно. Одно дело из дерева, там какой-то глэмпинг бахнули, она просто там щелями продувается, а тут закрытая какая-то история. Дерево само дышит. Окна окна на герметике. Ну, то есть, какой-то прям вот какая-то мощная, ну, не то, что мощная, а вот продуманная вход. У меня даже в капсуле, по-моему, там было. Нет, систему вентиляции надо обязательно думать. Как это сделать автоматикой? Вот это мне... Вот он автоматически, он просто впрыскает в этот... Не Знаешь, бытовой, это я который где вот видел? этот. Сейчас тебе скажу, где я видел. Я куда-то в каком-то помещении был, и у них в этом помещении время, допустим, раз в 15 минут он делает распыление. Как будто бы ты путаешь и говоришь про распыление ароматизатором. Нет. Он автоматически Нет, раз там не 2 часа ароматизатор, вот делает. именно я еще спросил, я не помню где, я спросил, это что, это увлажнитель воздуха. Вот сейчас не помню, где именно увлажнитель воздуха был, да. Ну вот сейчас, кстати, ну не то чтобы модно, такая тенденция на датчик углекислого газа. И типа ты смотришь, падает, ну то есть ты надышал, и тогда ты окно открываешь постоянно. Вот можно, чтобы эта вентиляция не просто так постоянно, а вот на автоматике, вот кто там у нас был, Дима или кто? Дима. На автоматике эта вентиляция была с датчиком от углерода. Вот это как бы не просто понт, а это, ну, типа реально это комфортный микроклимат. Это где ты знаешь, типа вот, ой, как-то дышится хорошо, вот горит. Вот это вот не просто какая-то магия дома, а вот... То есть она приток свежий не просто так, чтобы постоянно отапливать, да? Это Диме закинем. И датчик, чтобы снимал, он не один должен быть, датчик с нескольких углов Ну, снимал. это может быть, видишь. Да, потому что у тебя может быть, допустим, один перенасыщен, а где-то у тебя там наверху у тебя уже дышать нечем, а внизу у тебя еще То комфортнее. есть комбинированно. Вот такое нам вот нужно не для понтов, а действительно необходимо. То есть вентиляция, приточка-вытяжка с датчиком углекислого газа, возможно, с влажностью. Вот как сделать увлажнитель автоматически, ну, не знаю. Ну, хотя бы, чтобы был просто чистый воздух с высоким содержанием, как бы, кислорода, и вот он включает. Потому что если просто она постоянно, как в туалете, знаешь, ты включила, она гоняет, но это типа, ну, это постоянно топить надо. Тут нужен баланс типа между теплом и свежим воздухом. Ну, у них свои датчики есть на Климат. теплый пол. То есть, как бы, пускай, да, в полу будет, но, допустим, на кровати там меньше там тена, а здесь поплотнее, условно, если так можно. Ну, это можно две линии заложить. Одна на пол, допустим, срабатывает на 40 градусов, а на стенах, допустим, настроена на 45. И вот теплым постоянно держит пол. Либо, допустим, у нас же, ну, это сечение в разрезе. Вот у нас типа сечение, да, вот боком, у нее чуть-чуть же углы скошенные, возможно, это как бы мостики холода всегда, да, возможно, вот заложить это вот вот здесь вот по углам, не все контуром, да, эти залепливать, а как-то по углам, либо вот, ну, как-то вот так вот, хотя бы, чтобы как-то и сверху на тебя, потому что все равно тут нет смысла делать наверху теплый пол, ну, в общем, электрическое обогревание, потому что все равно теплые сюда скапливается, конвекция, да. И нет смысла здесь, поэтому, ну, это какие-то вот здесь вот боковые максимум, и то не возле кровати. Поэтому нам нужна вот эта как раз-таки первичная модель, чтобы ты там попримерил, вот, допустим, сейчас новый лист возьму. В общем, смотрим это, покупаем вот эти все коммуникации, вытяжки, ты смотришь, тут мне там отверстие такое, ставишь там унитаз, трубы, просто покупаешь обычные трубы канализационные, там уменьшенного диаметра, все ставишь, но у нас тут вмещается, тут не вмещается, сейчас, ну прям крупно нарисуем. То есть, допустим, там какая-то базовая рама, да, ты понимаешь, что эта стойка упирается там в дверь или там в перегородку с отоплением, или там контурно решает, ну, допустим, у тебя теплый пол здесь, допустим, вот тут теплый пол нужен, ты понимаешь, а тут кровать, тут возле башки не нужно нам, чтобы там теплый пол был.
условно. Вот, допустим, только в носу вот этой торца. Потом, допустим, тут стекло. Ты понимаешь, ну Руслан, оно слишком, типа, вот я, допустим, человечек, я сижу, да, тут смотрю, а у меня вид, он, типа, ниже, чем окно. Ты говоришь, надо подвинуть на 10. То есть она нам, типа, чтобы уточненно уже для раскроя и для производства уточнее там поставил, купил дешевый унитаз, типа, там, не то что дешевый, в общем, попримерить трубы, сколько занимает, вот они здесь стоят. Сейчас даже, ну, короче, то есть сколько расстояние, все, тут с грамотной разводкой, сколько там нужно, сколько утеплитель, допустим, пол, там нужно побольше заложить, там стены потоньше, пускай там, не знаю, там 100 примерно, на полу там 200, это уже там смотришь, плюс там металлическая рама у нас, сколько там она там, ну, 30 сантиметров сечения, ты понимаешь, плюс отделка. И вот это складом, вот это все важно уточнить. Там козырек, там, не знаю, там смотришь, там он закрывает, или нужно его удлинить. То есть такая, как бы, это рабочая модель, где мы отработаем, говоришь, не, надо тут только яхтовый унитаз, тут обычный не подойдет, места мало, тут либо увеличивать, а если увеличивать, там у нас, ну, представим, что что-то не складывается, там, не знаю, для перевозки или там рама гнется, ну, в общем, допустим, вот у нас сварили мы там сейчас, ну, металлический каркас, да, вот для нее. Ну, это представим какой-то угол. Может быть, он будет комбинированный какой-то вот сечение, куда мы просто алюминий вот так вот типа вставляем как-то там на заклепках или там еще что-то. Либо всю там с алюминия, но вот допустим, у нас дно вот это, да, здесь может быть все-таки удешевить, и как ты предлагал, вот эти ребра типа жесткости, да, сделать там. Вот, допустим, вот у нас ребро, ты такой смотришь, здесь вот такая выемка нам нужна, потому что здесь под теплый пол, чтобы она, ну, ни на нее не резала. Понимаешь, про что я говорю? То есть вот эти все вещи, это все равно в компьютере ты не поймешь. И это не для того, чтобы ты пространство, как ты думал, ощутил, в автобус, говоришь, зашел, посмотрел. А все вот эти нюансы, там тут тоже, допустим, в отверстие нужно. Состыковки, стыки. Да, вот эти же коллизии, это же, ну, не Я-то просто... вот... Я это все чувствую. Я как раз думал, что ты вот этого не понимаешь, и тебе сейчас придется все это расчерчивать. Я вот еще такой думаю, ну неужели Руслан вот этого вот не понимает? Чего Ну, не понимаю? Ну, Ну, чтобы это я... нужно от тебя как раз-таки, Да. где ты уже из реальности прокладывать Смотри, будешь, а не Руслан. я выдумаю это, типа, условно. Вот тут ты такой скажешь, да нет, здесь это не получится, как понимаешь? Ну, то есть уже этот, допустим, у меня-то это просто, ну, как сказать... Вот смотри, Руслан, к примеру... это Ты просто... здесь любые размеры можешь подогнать. Ну, не под то дизайн. чтобы, ну, типа, Да я тебе... тут толщины Ладно, потом у стенки вернемся нет, к этому да. интерьеру. А так получится 100 утеплителей, 100 это, и она раз, капсула сузилась, и не еще нужно понять, там, вот это, сколько, ну, пирог этот посмотреть, как он. Да. Ты должен, То есть поэтому... ну, я Стойки. надо начинать не снаружи вовнутрь гнать, а изнутри Начинать наружу. просто с каркаса, Выгонять, даже да. деревянного, где мы все продумали. То есть, сколько стоек у нас? 4, 5, вот это все, там 5 достаточно, окей, типа, хорошо, или там 4. Можно начать с того, что просто чертишь на стене полностью и начинаешь на стене откладывать, отсчитывать. Утеплитель на полу. Да нет, ты же не поймешь в полном... как это Нужна правильно сказать? просто модель, на которой В полном ты пространстве. отработаешь. Просто типа рабочая капсула, которая потом либо выкинется, либо которая будет всегда для тюнинга, типа там применять. Это мы можем сейчас начать делать уже алюминиевый, который потом не пойдет у нас для жилой, а пойдет для хозяйственной. Да Но зачем на нам ней мы делать из него- алюминиевый, если будем размеры еще менять, уточнять? Типа... Ну так а если она для хозяйственной, потом там просто будут А что емкости если для ты воды. будешь ее 10 раз переваривать? Нужно вот эту, чтобы потом быстро тиражировать. Нам нужна вот из металла какую-то сварить, потом ты раз тут отрезал половину болгаркой, нарастил на 10 сантиметров, она вот и мне обратную связь дал. Не то, что вот, Саш, так не пойдет, типа у меня в голове вот должна какая-то вот понимаешь, вот замкнутый цикл между типа инженером и типа в общем, вот исполнением. И я такой, типа, ты мне только обратную связь дал, я в компьютер внес, файл ты вырезал, потом ты его примерил, говоришь, нифига, типа, тут давай еще один. И вот так это, и тогда она, то есть нужна просто первичная капсула. Я тогда тебе предлагаю, смотри, что я хотел предложить. Берешь, то есть ты не начинаешь всю капсулу полностью блоком строить.
ты начинаешь строить с середины. Что габариты вот мы... Да, ты вот берешь капсулу, то есть вот форма его. То есть в таком вот духе. Сейчас я нарисую. То есть ты одно кольцо сделал, к нему примыкаешь следующее кольцо, ты уже начинаешь чувствовать форму. Но мне форму не надо Вот чувствовать. я чувствую форму и начинаю тебе говорить: Руслан, слушай, вот эта вот форма, вот этот вот объем, он либо большой, либо маленький. Давай, наверное, его сделаем поменьше. Это все на прихват. Это не это. А ты на исходя из прихватке. чего это будешь делать? Два кольца? Говорить? Ну почему ты Ну, размер? я же тебе дам, конечно, размер, Руслан. Смотри, я тебе обязательно дам толщину Размер пола. исходит из функции. Я тебе дам, я внутренний размещения. Да, я внутренний просчитаю. Допустим, у меня внутренний размер самый комфортный 2, ну пускай 2 метра 80 средний, 2, пускай 2,10 будет. 2,10 у нас будет уже в чистоте. И я начинаю отсюда изнутри наружу выкладывать. Допустим, у меня идет МДФ-ка там, к примеру. Здесь у меня идет МДФ посажен там на полочках на определенных, там зазор между МДФ, там утеплитель. То есть я на это на все беру, допустим, 120 миллиметров. То есть у меня от рабочего пола до обшивки 120 миллиметров. Ага, я такой тебе говорю: Руслан, здесь уже получается у тебя и здесь на потолке, к примеру, там у нас получается, ну пускай 60 будет, там потоньше 60. И в итоге получается... Чтобы более предметно можно было коммуницировать, мы решили чуть преобразовать среду, так как уже подошли к обсуждению капсулы технических аспектов, поэтому вот такой формат сейчас. Мне от Саши необходимо, чтобы не то что скажи мне какую толщину или какой размер, то есть это взаимное уточнение, такое как реверс-инжиниринг, назовем его так. То есть первое, вот это на этапы можно разбить, вот как в моих ожиданиях. То есть сейчас я возвращаюсь к компьютеру, уточняю еще, планировочное еще же решение, помимо всего этого, это, наверное, наиболее важная часть, помимо каркаса, визуального облика, там, марсианского, то есть у нас там функциональная какая-то часть должна быть, то есть там, условно, кровать, вход, здесь там место для работы, санузел, какая-то кухня небольшая, то есть исходя из этого уточнятся основные, получается, габариты. Вот. И нужно отстроить, вот габариты уточнились, все, передаю это Саше, говорю, вот выстраиваем сейчас первичную капсулу, допустим, 2,8 на 6,5. Все, выстраивается просто каркас. Естественно, размеры, типа, и говорю, даже я могу раскладку, допустим, вот у нас морда, вот это, как сказать, разложить уже на вот эти полигоны. Это, как сказать, мы развернули эту морду, которая даже уже с отверстием, ее можно с любого листового материала сделать. Вот. Все, вырезали там, не знаю, просто из пластика какого-то, не знаю, хоть из акрила, хоть из какого-то плотного там листа МДФ, неважно, чтобы можно было тоже насадить, посмотреть, сколько у нас места условно сейчас у этого носа. Допустим, что можно здесь заложить, может быть там слив отсюда подключить, да, чтобы какие-то вот основные, может быть воду здесь, хотя у нас по функционалу кухонные все эти истории ближе сюда. То есть что можно здесь там разместить? Может быть там какое-то обслуживание, там, или электронику блок, или еще что-то. То есть нам нужно подумать о функциональном зонировании. Не думать сейчас вообще об отделке алюминий нарезать. Нам нужно вот эти функциональные блоки там, разбить на функции, выстроить каркас. Начнем там с 3 палками. Основательными можно уже делать, примерно 3 на 6, условно, раму под шасси, где у нас стоят уже какие-то ступицы подбирать, чтобы мы могли транспортировать, а на эту раму уже ставить, то есть уже учитывать это как-то. Это можно точно уже начинать как-то разрабатывать. Можешь вот на себя этот узел взять, он абсолютно технический, тут архитектуры нет, в том плане здесь нет там жилого какого-то функционала, там кухни и так далее. Вот, то есть, допустим, крыша, мы там сделали люк там метр на 2, да, а потом, оказывается, там телескоп не пролазит, как-то неудобно, его нужно смещать, и мы как бы в этой базовой модели, чтобы не нарезать сразу какие-то
что-то с алюминия, стальное, мы просто двигаем и понимаем оптимально. И уже на следующем я опять возвращаюсь, исходя из того, что у меня понимание выросло самого продукта, возвращаюсь уже еще раз перепроектирую это все с уточнением. И дальше уже на более финальные, как раз таки, как ты говоришь, раскрой, на просчет, уже можно уже думать об отделке, закрывать. И вот на этих этапах мы должны подумать, как ее крепить. А резать уже на этой, то есть, допустим, там сваривать лист с листом, да, типа условно можем. Это понятно, но как соединить ее с основным каркасом? Что типа стали, что на первом этапе можно хоть, что вот каким материалом удобнее, там, хоть и с профиля гипсокартона посмотреть пространство, положить там вот теплый пол, как лежит, просто именно мастер-модель некая, вот как сказать, вот матрица же создается для дальнейшего копирования, нам нужно создать вот эту первичную матрицу, посмотреть стены, допустим, я даю 3 метра, это грубый размер, мы там и либо наружу уходим с утеплителем, увеличим, либо у нас достаточно места, и мы вовнутрь идем, утеплитель кладем, условно уменьшаем пространство, типа много, то есть это у нас будет как бы вот как у стены, да, ну вот допустим у нас вот пирог стены, конструктив, там утеплитель, отделка, и у нее есть всегда ось какая-то. И где эта ось будет? То есть привязки там вовнутрь, внешнюю, и исходя сказать, да, нам 2,7 достаточно, тут все вмещается. Можно вместо там условно кровати санузла, можно просто, то есть габаритные контейнеры, допустим, кровать у нас 2 метра на 1,8. Мы просто берем какой-то габаритный там размер коробки, да, условно ставим, и мы уже полное понимание, то есть этого есть. И вот такими процессами идти, типа, все, 2,7 оставляем, и тогда уже можно вычерчивать потом и ребра жесткости какие-то, то есть могу уже сразу, да, допустим, что-то из чего-то вырезать какие-то, ну, они там не нужны, условно, можно просто там доску положить и подразумевать, там, где у тебя трубы какие-то проходят, допустим, ну, сейчас вид сбоку нарисую, вот, допустим, ребро жесткости, да, там, тебя под трубы. Они трубы здесь будут или трубы здесь? Ты просто можешь в реальности ну, посмотреть, допустим, у нас, как сказать, вот этот хребет на участке, да, у нас капсулы ориентированы, допустим, вот этим стеклянным хвостом, ну, где у нас хвост, наверное, и здесь стол, стулик, условно, ну, наверное, им, соответственно, у нас коммуникации идут отсюда, и вот где они вот лучше будут проходить. То есть вот просто в реальности, прям габаритными объектами, просто коробками посмотреть, сколько что нужно, это утверждаем. Вот на это отстраивание капсулы, ну максимум вообще 7 дней типа идет, а сколько это понимание даст. Не пространство ощущения, а в общем наполнение, допустим, сколько утеплителей и так далее. Ну еще мы обсудить должны наполнение. Мы решили, что это вентиляция с датчиком CO2. Потом, что еще было? Теплый пол, да, не везде. Допустим, мы решили, что пол, да, и то не везде. И вот половина высоты, правильно? Отапливается. Да, то есть как бы, ну, поприкладывать, где, то есть, ну, допустим, вот, допустим, как понимается, какой шаг стоек, да, не просто, ты говоришь, приваривать, вот у нас здесь вот это я не спорю, если что, я просто говорю, что, ну, есть некоторые нюансы, допустим, ты говоришь, стыковать, а какой шаг и почему он выбирается, он может выбираться, допустим, полотно этого, как он, теплый пол, там 800 на 1200, ну тогда надо мыслить 800, потому что он кратен этим, и между стойками его закладывать. То есть, исходя из этого, ну если вот у тебя сейчас какие-то мысли есть. Вот эта средняя часть, она, ну ты же вот сможешь объем почувствовать вообще, 2,5 это в принципе внутренний объем, это вот ну просто за глаза, ширина, высота 2,20, 2,10, 2,20 вот. Ты это исходишь из чего? Я исхожу из того, что да. Но... То есть они вот... А какая это кровать? King size, queen или плюс? Мы их будем сами делать. Что? Кровать. Я думаю, что просто матрасы будем покупать, а кровати у них размер разный, нужно понять уровень комфорта от этого. Ну, что толку 2,7, типа, то есть это твое личное ощущение. Можно, да, можно начать, допустим, кто-то акцент сделать на матрас в помещении, можем сделать акцент. А кто-то скажет, а вот мне матрас маленький, матрас маленький, а мне нужно, чтобы стол был больше. Мне матрас, мне хватит столько поспать. Именно должна быть какая-то типология и вариативность. То есть, смотри, ну ты согласен с тем, что нужно сначала за 7 дней, условно, ну мне там 3 на уточнение, за 7 дней отстроить
просто не макет это назовем, а прототип капсулы рабочей. Да, давай. Вот, все. Дальше мы уже можем уже из простого материала, потом можно вот Ну, как из раз... простого, из какой? С фанеры начать делать? Да можно даже не обшивать его. Мы просто- можем скелет собрать из Скелет бруса и нужен. пленкой стретч обмотать. Если охота объем Хочешь, почувствовать. ну, раскладку носа я Или могу... просто можно пленкой шестью- обить. То есть смотри, какой файл будет... Сейчас, надеюсь, видно. То есть вот у нас, допустим, вот нос вот этот, да. Его раскладка, она выглядит как шкура, то есть там убитого медведя, условно. То есть она такая растягивается, и ты можешь любого из материала, хоть из картона можем для формы. Нам отделка не нужна сейчас. Нам нужно вот в примере действительно, вот берем, хочешь матрас действительно можно разместить, типа, какой оптимум? Типа, можем ли мы пожертвовать комфортом или не нужно? Или, допустим, рама выдержит. Это же размер на раму влияет, то есть, типа... Понятно. Просто знаешь, с чего надо начинать? Что ты хочешь, чтобы у тебя в интерьере доминировало? Если ты хочешь, чтобы у тебя, я опять еще раз говорю, чтобы у тебя доминировал, столешница доминировала, либо там какая-то зона для телескопа доминировала, либо просто кровать, вот от этого надо отплясывать. Вот, Так, наверное? я и хочу как бы просто вот купить, как сказать, разные типологии размеров и, допустим, а что если увеличить стол? То есть как бы какие варианты у нас есть, потому что в программе, это в программе одно, а тут скованное пространство, как бы, в общем, отстраиваем каркас, отделка не обязательно, делаем разные версии, допустим, и капсулы могут быть разных версий, если потом каркас отработает. И потом самое главное решить, вот каркас сам, хочешь ты алюминиевый делать? Ну, смотри, я бы вот этот стаканчик, вот среднюю часть, я бы ее с алюминия сделал. Ну, раз ты говоришь сейчас, видишь, в чем дело? Если нам сейчас сделать с фанеры, нам сейчас потребуется другой спектр инструмента ручного. Не То есть тот, который не нужен нам потом будет вообще, пока не нужен будет. Нам можно первую вот сырую рабочку просто из ЛСТК или профиль. просто сделать. Да, вот профиль гипсокартона. Я про уже вот третий этап, четвертый, где финальная будет, это не стальной каркас, и все. Может быть, как соединить можно алюминий со сталью, чтобы все равно сталь проще как-то варить? Нет, нам, если мы сейчас материала будет несколько, у нас спектр материала увеличим, он будет удорожание, у нас вот эти все узлы, все сопряжения, их придется как-то одно к другому адаптировать. Если мы начали, у нас, сейчас скажу, для изготовления алюминия используется, то есть это нам будет удешевление, не нужно перестраиваться даже тому же сварщику с одного металла на другой, не нужно брать дополнительно каких-то там электродов, саморезов, он вот настроился на алюминий, все, он с алюминием работает. Короче, Саша предлагает, получается, полностью с алюминием, мне кажется, дороговато. Комбинировать, я с ним согласен в целом, что сложновато, возможно, абсурдно. Но можно хотя бы утвердить, что рама, на которую ставится она, да, сама, она стальная же будет, правильно, с шасси, сама рама, Да. нижняя. Вот. Уже как бы она, по сути, самая несущая, вот она. Остальное, как бы, комната сама, ну, я не буду шестиугольником сейчас рисовать. И, соответственно, ну, представим вот это ребро, сейчас я его усложню, вот шестиугольное. Оно в толщину типа утеплителя ты хочешь, чтобы было, да? Ну, условно. Чуть меньше. Ну, чуть меньше, да, Нет, утеплитель будет меньше, утеплитель будет задуваться 3-4 сантиметра, этого будет достаточно. 4? 3-4 это утеплитель, тот, который делают на холодильнике. Вот есть холодильная камера морозильная, ты же видел, там утеплители задуты, допустим, 3-4 сантиметра, там мороз стоит, допустим, там минус 50, а снаружи он теплый, то есть, ну, вот как бы комнатная температура, и он не тепло туда-сюда не гуляет. Говоришь, что 4 миллиметра у нас, это я сейчас с этой стороны смотрю. 4 миллиметра толщина, да? Но мы же потом... Нет, 40 миллиметров. Это я про... Это про утеплитель. Ты да. про сам алюминий. 4 миллиметра. Как ты к нему потом будешь... Вот, это все равно какая-то МДФ листы, отделка в основном. Внутренний, да? Да, но на 4 миллиметра ты как это будешь крепить? Как-то оно не Там очень у нас удобно. такие пластины будут почему-то. У нас, во-первых, смотри, чтобы у нас не образовался мостик холода. Вот, допустим, у нас Вот для этого всего я хочу первичную ребро капсулу. жесткости. Вот, между ребром жесткости, ребро жесткости у нас. Между ребром жесткости у нас вот такие проставки. То есть здесь у нас обваривается, делается зазор между самой обшивкой. Холод не полз, не конденсировал, потом здесь сыреть не начал. Мы делаем разрыв такой вот в 4 миллиметра.
И здесь провар, и делаем пластины провар. Вот. И здесь также потом закладные привариваются, пластинки к ребрам жесткости. Ну, то есть через закладные какие-то пазы. Да, ты а хочешь здесь крепить. отверстие у нас тоже универсальные Ну, вот тут пластины. мне понятно внутри, что закладные, но вот это я не понял, для чего ты приваришь снаружи. Чтобы сделать разрыв, оторвать через пластину, оторвать ребро, потому что если у нас будет... А, ты тут имеешь в виду отделка будет, ну, чтобы Это- воздух какой-то был, да? Да, А, здесь у ну нас ты просто делаешь, будет... рисуешь Здесь отделку. задуется потом пенка у нас отделка, это низ. Допустим, вот у нас пол. А тут ребра жесткости. Все, тут может быть это там, не знаю, хоть USB, хоть CSP плита цементостружечная. Потом теплый пол. То есть мы как бы пол выставили в уровень, потом теплый пол. Ну, тут понятно, утеплитель может быть, типа. И здесь уже сверху керамогранит. Не надо стяжку. То есть у нас должно быть пирог. Жесткое основание какое-то. Ну, на ребра опирается, которое все его там соединили с Ну, какими-то. лонжерон, грубо говоря, пускай там будет снизу. Да, жесткое основание, на него вот, то есть лист какой-то, то есть у нас там выстеливаем, там вот так вот, это вид сверху. Вот, там CSP, потом типа теплый пол, потом керамогранит. Почему? Не- Мы теплый пол, если мы положим его на низ, на алюминий, мы будем топить улицу. Почему алюминий? Нам нужно, мы его положим на... Задули пену и уже на пену сверху Вот. положили. Пол. Вот земля условно. Тут у нас просто пространство. Вот лист алюминия, отделка. Дальше ребра идут, алюминиевые твои. Вот. Задувается пена. Типа вот ребро такое, ну, из алюминия. Пена, ну, пускай она прям вот все вот это пространство пускай может все в пене, заполнять. да. Все, потом мы на этот алюминий уже лист CSP А зачем кладем. ЦСП? Ну ты же должен плоскость, там он же это просто Мы ребра. можем 25-30 миллиметров МДФ положить. Зачем это же удорожание? Зачем Что, ЦСП? CSP да, дешевле, вы дороже, хочешь сказать, чем МДФ? Мы же еще этот телескоп несчастный хотели. Нет, телескоп у нас будет сноситься наружу, потому что из-за того, Наружу? что Да. есть тепловые потоки, он должен в своем, Правила такие, в своей которые мы не климатической, знали. да, он не должен Ну в и замечательно. перепадах температуры участвовать. Ну Вы а не получится панорамное так. стекло будет, нет, Нет. сверху? Вот, А, ну можно к будет. этой бы капсуле какую-нибудь платформу еще такую, чтобы я не выходил из капсулы, там в грязь не вставал, а вот на платформу выносил этот телескоп и на платформе стоял. А он нам предлагал вообще как-то вот ее зафиксировать. Он говорил, что можно ее использовать наружу. Просто, может быть, сделать, накрывать чем-то ее. Какой-то сверху, допустим. Он это говорил про большой геодезический купол. Ну выход а не просто, ну про вот пускай, ну вот индивидуальные капсула, телескопы. выход, ну и тут какая-то площадка, то есть Потому что вот какая-то это вот потоки тепла, телескопом. они будут мешать наблюдению. Короче, только узнаем минимально. Много мы на это времени не тратить не будем, чтобы вот быстро эта итерация прошла и все. Ты же понял? Ты понял, про что я говорю? Скажи. Я не псих. Вот.